up. Ganja smoking, they got rum in me cup. Bad girls wind up on the dance floor. All the girls wind up on the dance floor.
trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. No matter the distance I cover, you always there. Just mother, please let me find another. Feels like you're my silhouette. I'm not easy to forget. Pretend that we never met. I've been running away from you. I've been trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back.
Всем здорово! Ну что, начинаем очередной стримец по УПшке. Так, сейчас я запущусь. И посмотрим чат. Так. Спонсор канала Развлекуха по мечтам. Чё, тебе музыка не нравится, что ли, такая? Харон, блин, вот это потеря времени. Это не жалко потерять. Тоже сегодня были проблемы. Стоп, я 2.1 решу заново начать несколько файлов. А несколько файлов не устанавливались? Это как? Тоже клубняк любишь, Развлекуха? Это хорошо, это нормально. Тут больше не в клубнике дело, а в том, что это музыка без авторских прав, и за нее не прилетит. YouTube он такой. Что угодно не послушаешь. Так. Когда под конец игры вылетает, это тоже очень обычно. Что за ЖВ? Да, смайлик хотел сделать, блядь, забыл раскладку переключить. Я до МЗ где-то за недельку смогу пройти. Ага, нормально. Я убил 5000 мутантов, мастер. Ну, Харон. Ясно, понятно. Столько артов, оружия, бронь. Да, это все пиксели виртуальные. Че ты паришься так? Так. Ага. Не, я понял, качает как надо. Да, качает. Мне ж поэтому и нравится тоже. Если бы она была без авторских прав, ну мне бы не нравилось, я бы ее не ставил. Короче, Харон, я тебе заправки поясняю. Я уже пояснял на стримах заправки. Я уже пояснял, почему разработчики не любят правки. Потому что вы наковыряете всякой херни. Или наставите каких-нибудь правок кривых, которые неизвестно кто делал и неизвестно что в них. А потом у вас вылетает. Вы бежите к разработчикам на форумы и начинаете писать, что вот у меня ошибка. А кому охота разбираться с ошибками, которые вы сами и сделали? То есть это не в моде проблема, а ваша личная. Во-первых, никто не будет этим заниматься, а во-вторых, это трата времени. Поэтому разработчики не любят правки. Я-то себе сам сделал. Я знаю, что я делаю. А если у меня что-то будет косячить, я знаю, как исправить. Ошибка SRC была, пришлось источник менять. Ну, скачалась криво, наверное. Спать он хочет, да? Ну, давай поспим. 3 часа. Откуда их брать тогда правильные? Либо самому делать, и в том случае, если ты знаешь, что ты делаешь. Либо играть без правок. А если ты скачиваешь левые правки из интернета, то ты делаешь это на свой страх и риск. Так что не обессудь. АМК Team. Ну, АМК Team, да, но опять же, неизвестно, что это за правки, кто их делал и что от них ожидать. Типичный зритель, здрав Буди, В92, здорово, чат. Здорово, типичный зритель. Здрав Буди, выбросоустойчивый, да? Ну да. Итак. Я же собирался обратно на ЧС идти. Правильно? Как раз я подготовился, вот сейчас этим и займемся. Нам надо попасть в саркофаг и забрать там телепорты монолита, которые нам очень сильно помогут дальше по сюжету. По сюжету солянки именно. Скидывай. Я гляну, мне не сложно. Я-то лог гляну, но я ничего не обещаю, что я тебе как-то помочь смогу. Если там в правках дело, то это все. Это помянем.
Помянем твое прохождение. Я-то даже если какие-то правки скачиваю, а не сам делаю, потому что зачем делать 2 раза одну и ту же работу, я сравниваю-то контрольные суммы файлов, проверяю, какие изменения там внесены, и забираю только те изменения, которые мне нужны. А не просто тупо заменяю файлы, потому что там может быть файл от другой версии игры, там может быть файл с опечатками, там может быть файл с еще какой-нибудь хренью. От этого никто не застрахован. Даже я, когда адаптирую правки или сам делаю, у меня иногда бывают вылеты, потому что там забыл букву дописать, там скобку забыл или еще что-нибудь. Получается вылет на ровном месте. Vero story, todo bien, amigo. Está bien, vero story. Está bien. Так. Ладно, идем. Я же вроде ничего лишнего не нахватал. Так, эти не лезут, и ладно. Надо будет зайти к Сяку, сдать ему выхлоп. Надо самому делать, как их создавать, правки свои. Учиться. Учиться разбираться в скриптах, учиться разбираться в моддинге, учиться разбираться в конфигах. А что ты хотел? Все так просто, что ли? Я-то знаю, что большинство людей думает, что типа разработчики не любят правки, потому что они такие ЧСВшники и просто они чисто против этого. А я уже объяснил, почему разработчики не любят правки. Потому что это тупо, бессмысленно помогать людям, которые сами игру сломали. Это просто трата времени. И чтобы не читать вот эти все посты с правками, которые вылеты, просто говорят, что правки запрещены, сразу в бан, все. Да, конечно, немного радикально, ну а как еще? Если человек не понимает ничего. Какой план по квестам? Сначала забираем в саркофаге все, а уже потом дальше, ну, куда попадем. По квестам, короче. Типичный зритель, ты еще и на испанском говоришь? Да, я еще и на английском говорю. Максим Рыскулов решил над другом поиздеваться, заставил скачать ОП2, а он никогда не играл в Сталкер. Максим Рыскулов, я думаю, для таких людей отдельный котел в аду есть. И я думаю, в нем будут заставлять играть таких людей в NOC 7. Я помеченный, это стопудово. Причем не один раз, а постоянно. Бесконечное количество времени. Я думаю, именно так и будет. Так. Заставить играть человека играть в это, ты изверг. Ну да, я тоже сейчас про это рассказал как раз. Харон, почему у меня изначально не стоит файл Actor LTX? Потому что игра запакована. OP2.1 запакован. Сборка закрытая. В нем вообще вправки в принципе не предусмотрены. Там надо извращаться очень много. Если ты не знаешь, что ты делаешь, то лучше не связывайся с этим, потому что ты игру сломаешь. О, что там происходит?
Так. Максим, ты изверг, знаю, он на ферме водку не может найти. Да, это печально. Да вы заебали, отвалите от меня. Чё вам надо, слышь? Ой, как же меня бесите, а. Бежать за мной за пол локации. Зачем? Распакованная игра весить очень много будет. А всю игру не надо распаковывать. Надо распаковать просто нужные тебе архивы, внести туда изменения, которые ты хочешь сделать, и скачать взломанный движок. Опять что-то с артами не так. Ясно. Я дебил. Я понял. А дебил, потому что придется с автосейва бежать. Блять. Бывает. Нет, только не NLC 7. Я через 5 минут его удалил. А все, поздно уже. Поздно. Ты уже заработал на отдельный котел. Только ты это особо не парься. Там таких же, как ты, много будет, я думаю. Не один точно там будешь. Лав, Харон, если ты имеешь скачать заново без правок. Чё? Имеешь скачать заново без правок? Это как? Есть такая только уже установка. Ну так устанавливай. В смысле сборка сразу с правками? Вот это вообще не надо делать. Как же они бесят, стопят меня. Чё вы меня стопите, дебилы, блядь? Ай, как же вы меня достали. Ну все, вы напросились. Тупые псины. Меня бесите. Что за привычка бежать за мной? Ну я бегу мимо спокойно. Чё вам надо? Так. Меня помилуют, я его попросил на твой канал подписаться. Ему твой канал понравился, особенно копы. Так я-то тут при чем? Не знаю. Это ж не я владелец ада. Если б я был владельцем ада, то тогда ладно. А так я не знаю. У меня там влияния нету, извини. NLC, конечно, ад полный, но оружейка там очень кайфная. Оружейка, да, есть хорошая там. Ха, спонсор. Парни, если честно, я вас ни хрена не понимаю. Паки, распаковки, хреняки и все такое. Говорите, бля, по-русски. Это по-русски. Мясо. Мясо, да, мясо. Харон, зайди на форум АМК, тебе выше написали. Там скачай правки. Там, скорее всего, будут нормальные, но это не точно. Потому что ты все равно не сможешь изменения сделать. Если ты такие вопросы задаешь, ты ни хрена не сделаешь. Я тут тебе точно говорю. Макс, кому копы нравятся? Не знаю, какому-то его другу говорит. Есть такое. Харон. Такого не может быть. Просто ты не понимаешь, походу, о чем речь. Я тебе больше скажу, я сейчас не понимаю, о чем вы говорите вообще. Что-то, чего-то там нету, какие-то паки. Говорю, паки никакие не ставьте. Вы игру сломаете. Не надо ставить паки. Если хотите сломать игру, то пожалуйста. Это вообще без проблем.
меня нет архива, я его убрал походу. Бля, я не знаю, какой архив там. Харон. Я вообще-то тебе сказал, иди на МК Тим. Здравствуй. Тебе ж правки нужны. Зачем ты ему говоришь? Правки тебе нужны. Иди туда и скачивай. Но я уже сказал, что лично я против тупого качания правок и установки. Потом твои вылеты, если они будут, а они скорее всего будут, это будут опять же твои проблемы. Да что за хрень? Вот так. Не хочу ломать. Слышь, развлекуха, ты что хочешь сказать, что у меня копы плохие? А? А ну пойдем отойдем, поговорим. Так. Вот, в ССК выхлоп, награда скрыта. На. Так, дал он пустую колбу, Arctic Warfare Super Magnum и 30 косарей. Ну, неплохо. И какое-то обоссанное достижение, ясно. Чё за Блять, сука, язык уже ломается от этого. Arctic Warfare. Чё она из себя представляет? Автонаведение есть? О, автонаведение есть. Вот это круто, слушай. Ну все, когда надоест та снайперка, у меня есть уже другая на замену. Нормально. Спонсор канала, я выхожу на... Смотри, блин, сначала говорит, что у меня копы плохие, а потом сваливает. Вот так, да? Я тебя понял, я тебя понял. Да ну, какая битва за подписчиков? Пускай заходят. Заходите куда хотите, к кому хотите. Я ж прикалываюсь. Так. Не, ну мне выкладывать-то нечего, я ж ничего не нашел еще. Хотя... Не буду. Лютая снайпа? Ну да. У нее компьютерный прицел, конечно, лютая. Чё? Ты дурачок, что ли? Не пойму. Абакан себе оставь. Дай друга завербовать. Ну попробуй. Очередная пушка, которую закинешь в рюкзак и забудешь? Не-не-не, это нормальная пушка. У нее потому что есть автозахват цели. Так что она уже годная. Выхожу на улицу, жду возле подъезда. Ну да. Я тебе не верю. Отмазки не работают. Твоих правок нету? Я не выкладываю свои правки никуда. У меня и так времени нету, чтобы еще правками заниматься публично. Так. Кто говорил, что он правки делает? Я сказал. Ну, в смысле, я их для себя делаю. Делал, вернее, они уже давно стоят. Ой. Разработчик игры, а не правок? Ну, почему?
Какие мне нужны, я делаю. У Женька не хуже, чем у тебя. У тебя что, раздвоение личности? Слушай, это опасно может быть. Я бы тебе советовал бы сходить, не знаю, доктору показаться, потому что это ж ты, Женек. Что тут у нас? Так, сталкеры опять все живые. Ой-ё, чё за FPS такой, а? Ёп твою медь. Ну и FPS, конечно. Кранты тебе! Прижми его! А, ну да, конечно. Все, стена. Воюйте с этими псинами сами. Да ладно, спонсор, шизофрения это нормально. Главное, чтобы она никому вреда не наносила. Да тут, походу, в Припяти понаспавнилось всяких этих педиков. Вот такой FPS. Вот, пойдем. Вроде они развалили собачек. Ой, контролер, конечно же, еще контролер здесь будет. Почему нет, действительно? Опа, вперед, братья, говорит. Сейчас вас еще меньше стрелять. Это, конечно. Что ты будешь делать, а? Скопытил одного! Так. Да ладно, Жека, без обид, чё? Это ж прикол. Что происходит? Блин, какое здесь жесткое проседание FPS, однако. А, ну вроде уже побольше стало. Блин, это зомбак, твою медь. Сколько радиации хапнуло, охренеть. Противник? Где противник? Дайте мне противник. Да блин, что происходит? Так, калаш. Обновлено, ага. Задание выполнено. Убить сталкера. Хорошо. Чё? Не понимаю я, Харон, что ты говоришь. Что-то там скачали, не скачали. Короче, я по поводу правок пояснил. Дальше сам думай. Лог присылай мне в личку, я посмотрю. Но гарантий никаких не будет. О! Держи аптечку. Ты шо, дурак? Ага. Почему ты живой еще,
Опа. Это что, монолитовец? А, ну да. Я как раз, когда перезаряжаюсь, ты подойдешь, да? Блин, что в этом городе происходит? Я вообще не понимаю, что происходит. Хоть аптечки выпадают. Вот это забираем. Вот это забираем. О, враг. Ой, что это он стоит? А, это, видимо, один из зависших монолитовцев, из-за которых бы вылетело в оригинальной игре. Бывает. ФН-очка. ФН-очку я возьму. Что тут еще? Две SG-шки. Две G-шки. Ты куда пошел? Моих трупов шмонать, Так, а? сейчас поглядим. О, наемник. Вот это поворот. Все забираем. Все мое. Где еще остались незалутанные? Вот здесь? Да, здесь. Тут у нас монолитовец, тут у нас наемник. Здесь какие-то стволы валяются. А вот здесь у нас... Ах ты, педик. Блин, наемника залутали педики. Так, ладно, что там? Я понял, что прикол. Слушай, контролера можно кувалдой ушатать? Конечно, можно. Всех можно кувалдой ушатать. Сегодня был видос про Мармока и VR. Тебе хотел бы такую установку? Глядим, чем ты богат. Ну, установка, конечно, хорошая, но, как вот правильно сказано, игр еще под не очень мало. А стоит она до хрена, так что... В будущем, возможно... В будущем, да, я бы хотел себе такую штуку. Но не сейчас. Сейчас это бессмысленная трата денег. Но если только чисто для того, чтобы видосы снимать и выкладывать. Но это не для моего канала точно. А где контролер-то? Где контролер? Его что, завалили, что ли? Чё? Кушать? Сейчас я тебе дам покушать, на. Ой, кинул гранату с жидким пердежом. Леща ему за то, что не свой берет. Да нельзя тут леща дать. Это печально. Ах вы педики. А гранаты в меня свои кидаете, да? Че ты там заныкался, а? Ну стой. О. Одиночка, давай. Отъезжай, иди. Что, все, что ли? Странные монолитовцы. Опять кроме меня никого нету, да? Ну что? Во. Порядок. Ох, смотри, сколько нахапал тут, а.
Правда, мне ПМ не нужен. Оставь себе. Где трупы? Я, кстати, в Амина стал группу Сталкер УП-2.1. Беседа, присоединяйтесь будем сейчас. А где? Я вообще в первый раз про это слышу. Что это такое? Что это такое? Что? За монолит? Я тебя сейчас устрою за монолит. На. Доволен? За анолит. Оп. Я сейчас, по-моему, понаберу здесь хабара, что мне уже даже нечего будет с собой брать с ЧС. Хотя, вряд ли. У меня же игровой костюм есть. Так, тут у нас еще должен быть контрик. О, слышу педика. Орет что-то там. Приложение. Не знаю такого приложения. Так, забираем. Монолитовский экзач. Монолитовский экзач нам надо. Ой, опять жидкий пердеж кинули. Он контролер отъехал. Блин, чё ты тут стреляешь своим? Тут еще есть. Я тебя понял. Дурак? Признавайся. О, контролер с мозгами. Вот это поворот. Может, тут даже сфоткать есть кого? Не, нету. Ну ладно. Контролер с мозгами. Обычно безмозглые попадаются, а тут аж с мозгами. Ну нам на ЧАЭС надо. Зомбаки где-то тут ходят. Сейчас пойдем глянем, кто тут есть. Один человек? Да ну, даже связываться не буду. Слишком мелко для меня. О, трупак. А чё это тут трупак лежит, интересно? Кстати, а нам к доктору не надо заходить? Чё, тупые? О, бегут, бля, тараканы. Дурачье. Так, ну это уже посерьезнее. Это что там стоит такое? Это что, ученый?
На приборе верченый. Или это зомбак? А, это зомбаки. Ладно. Сейчас и до них дойдем. Кстати, тараканчики, хорошо, что вы прибежали. Мне ваши части нужны. Там они Акиму пригодятся. Но и еще кому-нибудь тоже. Ни хрена себе, сколько псевдогигантов. Псевдыши. А, попал. Ну, неважно. Так, где еще один педик? Странно. Только что никого не было. А тут раз и вылез. Молодой псевдогигант. Ну, так молодым и отъедешь. Бывает. Да, зомбак. Ага. Ему вообще насрать, да, на эти патроны? Кто шмаляет? Че, дурак, что ли? Ты где? Что происходит? Ща, погоди. И до тебя очередь дойдет. Еще дурачки есть? Конечно, есть. Так, кто тут, говоришь, есть? Зомбарь. А где? Нормально, зомбарь отъехал, а звук перезарядки продолжается. Есть. Дошли до Припяти. Вернее, до ЧАЭС. Уже хорошо. Сейчас у нас тут парочка заданий есть на уничтожение монстров. Выполним и пойдем в саркофаг. Вот тут, кстати, будет мясо. Тут монстры такие жесткие. Вот, например, пожалуйста. Так, этих не надо фоткать. Да, вот те и контролеры сразу, эти кто хочешь. И всякие педики-медведики. Хоть кто-то постарается мне помочь. Я ж тебе сказал. Скинь мне в личку лог вылета. Я потом посмотрю. Таракашки. Снорки сидят, им нормально. Бля! А эти-то здесь откуда? Слышь, не подходи ко мне, ты. А уж ты тем более. Нихера ты прыгучий. Ой, придется расчехлять. Печалька. А что это? Я вас больше не привлекаю? Не понял. Контролер, тварь.
Эта тварь сюда идет. Надо его развалить как-то по-быстрому. Где мой антикиллер? Ну все, Васян. Зря ты обратно пошел, скажу я тебе. Вот так. Или лучше с палача шмалять, наверное. Ух, блин, палач как убился. А я его смогу починить-то? Фух, смог. Повезло. Блин, тут же время до выброса, твою медь. А я тут монстров, блин, разваливаю. Времени мало осталось. Ладно, придется как-то пробегать, наверное. Где у нас надо уничтожать монстров? А, ну, кстати, вот здесь и вон там. То есть вот здесь придется заваливать всех. Я тебя понял. Так. Ага. Согласен. Кто шмаляет? Где БТР? Откуда БТР? О, БТР. БТР тут у нас. Ладно, но у меня есть универсальное против БТРное средство. Твою медь. Фу, успел. Есть. Химера отъехала. А, еще химера. Ясно. Стой на месте. Во. Блин, а что делать? Приходится всех разваливать. Еще есть? Ну чё там, химеры? Кто там бегает? А, лютый похититель на свая. Пойдем его люто похитим. Великолепно. И второй. Так, но это все равно не все монстры, которых здесь надо завалить. Если я не ошибаюсь, здесь надо даже крыс вынести. А, у меня баг был однажды на болотах. Мурка 30 патронов вся зарядила. Есть такое дело, бывает. Один раз я такое словил, и у меня в себя дробовик заряжал патроны бесконечно, пока я не прекратил. Я, короче, дождался до 250, что ли, что-то такое. Что-то в таком духе. Это, конечно, было интересно. Чё ты ноешь там? Да вы подходите, не стесняйтесь. Кстати, а тебя фоткать-то не надо, карлик? О! О! Вот это я понимаю. А здесь точно никого не осталось. Слышь, вертолет, ты мне надоел. А он бессмертный. Чё, кто меня палит-то? Не, ну кто-то палит.
А кто палит? У меня тоже бесконечно заряжало, потом я остановил, побоялся вылета. Да не, вылета не будет. А кто меня палит-то? Хрен знает. Блин, вынеси, говорят, монстров. А где эти монстры? Я никого не вижу. Здесь все помянем. Таракан, правда, есть. Ладно, там дальше кое-что пострашнее есть. Контролеры. И бюреры. Так, кто там у нас? Снорки. Излом. Псина. В принципе, ничего опасного. Пойдем их развалим. Кстати, надо сначала что-нибудь фоткнуть, да? Тут же, наверное, можно что-то Да. А еще можно что-то фоткнуть? Не, все. К сожалению, нет. Ой, вот это... Тварьский эффект обоссанного экрана. Так, а вот и хейтеры. Ух, ёб твою. Хейтеры подоспели. Упал, отжался. Бюреры, твою мать! Это хреновые бюреры, нельзя с ними сталкиваться. Нельзя. Блин, радиация еще лучше. Ладно, а что делать? Упал. Он упал, все. Ладно, вроде бюреров больше нет. Вот и помер дед Максим, есть такое. Хотя, если это дед Максим, то не знаю. Что-то он какой-то не очень. Блин, кого уничтожать-то? И рук у них нет, охренеть. Ничего не вижу. Вот где? Где их искать? Мутантов этих. Вон, собачка. О, отлично. Собачку уничтожил, и задание выполнилось. Тут никого нет. Блин, но мне нужно это. Подожди, кого-то задетектил. Кого задетектил? Где задетектил? Так, так, так. И кто это там у нас? По-любому крысы какие-нибудь. Кто еще там есть-то? А не, зомбаки, смотри. Блин, зомбаки. А я-то думал, кого мне уничтожить надо. А второй где? Вот так вот. Вонючка рядом. Ты себе на стримах за видосы лайки ставишь? Только честно. Ставлю, а чё б не ставить-то? Правда, не всегда, иногда забываю.
Так, тут у нас... А пошел-то. Да все ставят. Чё б не ставить-то? Я вижу, что 16 минут. Успеем. Мне знаешь, что сейчас главное? Каких-нибудь монстров пофоткать, которых я еще не фоткал. Но это за 16 минут мы точно успеем. Тем более... Опа-на. А где контролер? Где контролер? Где-то арты есть. Ладно, насрать на этого контролера. Мне главное пофоткать. Сейчас тут, кстати, хорошее сборище кровососов будет. Вон они, вон они, вон они побежали. Охренеть, тут аномалии жесткие. Отвали от меня. Так, что, они сюда бегут, да? Не, не бегут, слушай. Сейчас еще сохраночку. Все, спалили. Спалили. Прибежали. Да, все-таки фоткать их мне не надо. Как это они по мне попадают, а? Давайте. Сейчас будете разлетаться тут. Достижение гуманоид. Что это за достижение такое? Куда пошел, слышь? Эй, Вася! Сюда иди, да. Красные щуплы. Попробуй с последнего видоса. Лайк снять, где обзор за 2020 год, запомни аналитику. Потом через неделю зайди, посмотри аналитику. Посмотри, почувствуешь разницу. Нет, потом подпишись. Не понял, а чё? Это как-то влияет? А ну-ка подробнее мне расскажи. Это реально что ли влияет? И как это влияет, я не пойму. Так, тут у нас куча монстров. И никого я сфоткать не могу. Так, сейчас контролера развалю только. Не люблю я этих педиков. Пойдем обратно. А что там конкретно в аналитике вообще должен посмотреть, какие параметры?
Там в аналитике до хрена всего. Конкретизируй. Так, ладно, 10 минут еще остается, нормально. Радиэйшн жрет. Ёб твою медь, контролеры. Фу, нахер идите. Еще с этими бегающими воевать. Еще щит ставят, блин, хер пробьешь. Вот я сегодня тоже не поверил, даже пока не знаю. Один копарь подсказал. Не сказал, что влияет, но сказал, что разница будет чувствоваться. Я, конечно, не верю, я снял с последнего видоса лайки и прочее. Да, у меня что-то тоже сомнения есть. Ну, попробуем. Не, ну у меня, например, где я не ставил, там как бы такая же статистика, как обычно. А именно, что ни хрена не смотрят. Так что я особо разницы-то не вижу. Арон, у меня диагностировали чего? Не понял вообще ничего. Что у тебя диагностировали? О! Дохлый монолитовец. Блядь! Ты не коснешься монолита! Твою медь! Фу! Монолитовец с голосовкой. Ёб твою медь. Как так-то? Блин, тут внизу нычка. В принципе, можно забрать все. Пойду. Ой, здесь еще и полтергея. Действительно, чё бы нет-то. Но зато вроде живых нету. Но есть полтергеи. Хейтеры. О! Я тебя понял. Ах ты, педик, а ну стой! Тебя что, отпускали? Я не понял. Куда побежал? Даже труп перевернула. Блин, да бесит меня эта дурацкая дырка. Куда он ушел? А ладно, насрать вообще. Че у меня по весу? 461, да? Забрать все. Нормально. О, огненный полтергей. Вот я снял, у меня по просмотрам плюс 25 просмотров за 30 минут прибавилось. Такого не было никогда. Интересно.
Надо попробовать. Селезенка увеличена. Это печально. Это нехорошо. Поехали дальше, короче. Опять радиация. Как же меня этот саркофаг реально надоел уже со своей радиацией. Чё, смогу я взять то, что я тут насобирал, или не смогу? Это что, живой скелет? Да. Уже мертвый. Так, сколько у меня? 520, 587. 48, 40. Тут полтергеи летают. Пятьсот семьдесят шесть, 587. Пятьсот восемьдесят шесть, 587. Ай, в принципе, насрать вообще. Делаем вот так. Делаем вот так. Я понял. Все равно перевес, ни хера себе. И что делать? А, давай еще что-нибудь выложим. 29%. 0%. 16%. 0%. 18%. Так, полтергей. Это хорошо, что ты сам ко мне пришел. Это очень хорошо. Потому что ты умрешь. Кстати, респект тебе за то, что сам ко мне пришел. А то мне реально было лень тебя искать. Так, 18%. 0%. Усё. Можно теперь идти. Чё? Не понял. А чё происходит? Не понял. Что это за хрень? Печень не болит, у нее нет нервных окончаний. Печень, да, не болит, но болит то, на что печень давит. То есть вокруг то, что находится. Поэтому и говорят, что печень болит. Да что я сделал такого? Почему, блядь, я не могу встать? Алло. О, круто. Z нажал, молодец. Дурацкое управление. Странно, надел гравикостюм и что-то вообще насрать на радиацию. И все, радиация пошла. О, самое то. Ну ладно, все не получилось забрать. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. А вот они, кстати, и черепки монолитов. Вот они лежат. Телепорты монолита и аномальная экза. Маскировочная. О, перегруз. И сколько ж у меня перегруз? А чё так много-то? Да твою медь.
18. О, все нормально. А хотя зачем? Хотя зачем? Мне же все равно телепортом уходить. Во. Ща прямо... А хотя нет, мы ж не на базу попадем, блять. Ай, ну ладно, все равно. Придется кое-что выложить. Но не слишком много. Тебе 13 и у тебя уже болит селезенка и печень? Слышь, это ненормально. Может, тебе спортом заняться стоит, а? Для начала. А то это как бы вообще не айс. Чё? Вы погибли? Что за хрень, объясните мне, тут происходит? Как это я сдох? Я еще и под локацией, вообще круто. Типичный сталкер. Вот так развлекуха. В каком плане, что я сдох? Ну, сейчас вот вроде не сдох. Да, это от радиации, короче. Так, 18% выкидываем. И чё? И выкидываем 25%. Отлично. Так, ну что? Что у нас там теперь по квестам? Куда я вообще иду? Кто-нибудь мне скажет? Мне же вот сюда надо. Кстати, был тайник в Припяти, а я его не взял. Ну ладно. Так, у тебя никаких квестов. Убить сталкера. Военный на агропроме. Зомбированный на янтаре. Но я даже и не знаю. Что выбрать? Думаю, что ничего. Я не буду больше брать квесты на уничтожение логов на ЧС. Я уже и забыл какой-то гемор. Всех вплоть до крыс надо истребить. Это же жесть просто. Так, понятно. Подходи, пообщаемся. Мешок плана хочет. А пацан-то не дурак. Знает, что просить надо. У тебя что есть? Притащить Гаусс. Гаусс притащить? Ну, у меня есть Гаусс. Так, что еще? Брюхо... О, коготь Венома. Охренеть. За коготь Венома дает 3 пачки дроби. Да пошел ты. Коготь Венома у доктора 16500 стоит. А если я у тебя 3 пачки дроби куплю, это будет 9000. Ни хрена ты баклажан, а?
В натуре, в натуре. Торговцы такие торговцы, и там хотят нагреть. О, чё, у меня есть 3 руки карлика? Нет, у меня ни одной нет. А бошки тушканов тоже нет. Брюха тоже нет, 5 штук. Короче, ни хрена у меня нет. Так, что мы продадим? Вот это. Вот это. Вот это. Очень даже неплохо получается по деньгам, однако. Вот это. Кольт Аномалия, по-моему, кому-то понадобится. Я его не буду продавать пока. Убитый М249 продам. Фал Паратрупер. Это все сливаем, сливаем, сливаем. 50к. М14. М14 Сидору надо продавать. Вернее, не продавать, а нести. Он такое по ЦЗшке возьмет. Все, да? Так. Лицо И развлекухи, учти, когда он узнал, что он трещишь сколько мне лет. поменьше, поживешь подольше. Не знаю, не видел. Так, патроны, жетоны. Жетоны, патроны, все, да? Ну... Хз. Что могу сказать? Заходи, как припрет. Не зайду. Хотя зайду, конечно. Не удивляюсь вообще ничему в этой жизни. Понятно, ясно. Если есть что починить, давай сюда. Ты что хочешь? 2 гаусса больше не хочешь, да? Угу, понятно. Так, ну теперь Будет нам надо еще в бар. такая проблема? Опять. Ходи. Опять в бар. И сейчас идем в бар. Продаем оставшийся хабар. Забираем квестовые вещи и чешем по квестам. Он говорит, что ты дунул. Ты понимаешь, что это значит? Знаешь, что такое дунуть, Арон? Если не знаешь, то не важно. Потом узнаешь, как в будущем. В смысле перебор? Ну, в смысле много ты их слишком ставишь. Развлекуха, пойдем выйдем. Я бы на это посмотрел. Махач. Сейчас будет Махач. Это разборка пирожка. Так. Ух, ебать тут. Слушай, как не приду, так все больше монстров становится здесь. Что такое происходит?
Я не пойду, я передумал. Это печально. А я думал, попкорна сейчас возьму, будет нормально. Да отвалите вы все от меня. Чё вы за мной, блядь, бежите, а? Вам что, заняться больше нечем? Конечно, ты за мной бежишь, действительно. Почему нет? А сюда побежишь? О, побежишь. И ты побежишь, да. Нормально. Миша, ты дурак, ты знаешь? Ох, ни хрена себе, сколько тут всяких заданий у меня. А, ну это ЦЗшки все. Значит, подожди. А, полковник Петренко. Полковник Педренко. Этот вообще молчит. Насчет того дела. Уничтожить лагерь. Нет, ну награда неплохая, но на самом деле она реально не стоит того. Вот ты идешь на ЧАЭС, там, короче, всех мочишь и обратно возвращаешься, чтобы получить 2 пачки, пусть редких, но 2 пачки всего патронов и одну, сука, аномальную гранату. Что-то это вообще ни о чем прям. Гаусс. Ну, так, а чё вообще? Я ж пришел продавать, правильно? Чё я с ним тут базарю? Вот, забирай свои любимые российские стволы, которые ты очень любишь засовывать себе. Ладно, неважно. Куда? Главное, что ты очень любишь их засовывать. Вот эти 3 оставим на всякий случай, вдруг кому-нибудь понадобится. Экзачи. Экзачи продаем. РПГ продаем. Убитый ПКМ продаем. Печенег тоже продаем. И продаем выхлопы. Вот, выхлопы продаем. Да, все. Почти 100к. Чисто продуктивно так сходил. Есть что-то на продажу? Так. Ладно, всем удачи в чате. Я лично под катуху Валику. Я спать ну его нафиг. Ну давай. Спокойный. Завтра ждут великие дела по спасению мира, да? Это какие? Расскажи мне, интересно. На коп, что ли, поедешь опять? Блин. Уничтожить лагерь. Готово. Остался бармен и осведомитель. Касаемо просьбы. И у тебя тоже касаемо просьбы. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Что у тебя еще есть за задание? Коготь Венома, что даешь? Крутые патроны. Ну, нет. Нет. Знаешь, за коготь Венома просто пачка патронов. Ну тебя нахер. Работа в воскресенье? Ты чё, в воскресенье работаешь? Еще и 8 марта? И что же оно за выжигатель такой? Да. О нем говорят. Печально это. Или брешут?
Комбинезон Страж Свободы с противогазом. У меня же такой есть, да? А, ну да, у меня такой есть, слушай. Страж Свободы с противогазом. Во. Подожди, убить сталкера ветеран? Это где? Агропром? Ну давай. Харон, тебе тоже удачи, выздоравливай. Ну да, ну да. А ты что скажешь, слышь? Еще у тебя есть задание? Телепорт в бар, гравипушка, телепорт монолитовцев. Охереть ты, баклажан. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Короче, вроде все. Здесь у нас стволы лежат. Сюда мы скидываем паутины. Раз, два, три. От судьбы точно. Гаусс Что нам тоже скидываем. так оно и будет. Что еще? Кольт Аномалия скидываем. Настроение хуже. Вот этот Arctic Warfare скидываем. У меня пока патроны на антикиллер есть, так что будем с ним бегать. Что на роду написано? Вот остальное оставляем. Патроны у нас тут. Вот так. Вот. Да стоп, 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 куда? Чтобы мясо такой Дурак, что ли? здоровый, чтоб прям свертела. 23 на 76 шрапнель. М, 5,56 на 45. 7,62 на 39. А колбасу и батоны Всё. нынче хреновые стали С делать. патронами разобрались. Чё тебя клинит? Реально, что ли, дунул? Не учатся ничему некоторые. Или шо? учиться не хотят. Заряд М209. Насмотрелись или крышу срывает от жадности. Броня. Он тебе про хабар. Тут есть только комбинезоны монолита, которые я, по идее, должен продать этому. Кстати, а бармен возьмет их? О, интересный вопрос, слушай. Бармен возьмешь? Ну да, отлично. У меня комбинезоны монолита. О, возьмет. Правда, очень дешево, но Здорово, возьмет. обещанный. Но таскать их реально неохота, потому что чисто говно. Бронька тут. Вот, маскировочный экзач. Что еще? Обвесы. Прицелы разные давай скинем. Что там еще? Медикаменты, армейская аптечка, аптечка. Ну, а ты знаешь, маловато на самом деле у меня аптечек реально осталось, кстати. 10. Давай сделаем, не знаю, 25 аптечек. Артефакты. Неохота мне за хабаром сегодня плести. Каменный цветок. Сейчас бы дома оказаться. Слюда. В гамачке. Да с коньячком. Пустая колба — это артефакт, охренеть. Части мудаков. Части мудаков выкладываем. Что собак нерезанных. Прочее. Все не лучше стариков знают. Рюкзачки. Что же оно за выжигатель? Оставим 2. Правду о нем Сигареты. или брешут? Сумка Сахарова. Сунули. Что у них Телевизор, телепорт монолитовцев. за неделю подошве. А забрать нам нужно что? Угу. А Так. все-таки накоплю я на свой домик. Инструкция для костюма, радость туриста, контейнер с морковью, контейнер с рисом. Лекарство для бандита кому-то еще нужно было. Ну да ладно. Давай возьмем еще ликер Бейли с собой. Мухомор 12 штук, охренеть. Я же смогу холоду наменять всякого. Пиво неизвестного происхождения, радиоактивный батон, сигара, сигареты. Охота. Квас вообще. Слушай, а не здесь ли у меня лежит ТОС охотника? А? Игломет, АК стрелка, Вот и ладушки. вал, гаусс, винторез, выхлоп, выхлоп.
Двусторонний топор. А, вот ведь как грустно все выходит. РПГ-7. И что же оно за выжигатель такой? Правда? Я тебе завтра лог скину, хорошо? И брешут? Ну... Да мне без разницы, когда хочешь, тогда и скидывай. В принципе, у тебя ж вылет. Завтра стримить будешь? Вряд ли. У меня завтра насыщенная программа. Шашлычок. Все дела, так что вряд ли. Но если только опять вечером, как сегодня. Ну, что-то сомневаюсь. На самом деле. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не подожди тут вон Не знаю, вряд ли. Эх, если б кто Кстати, по поводу дробашей. пожрать бы чего. Чуть не забыл. Мне же нужно забрать еще вот эти дробаши. И продать их Сахарову. Хорошо, с чего начнем? С чего начнем? А начнем мы, наверное, со свалки. Вот это как медом помазал. Сдадим контейнеры, которые до хрена весят. Потом, наверное, пойдем куда? На кордон? Возможно. Нет, мы не на кордон пойдем. Мы пойдем в забытый лес. Нам нужно к кресту. Он нам расскажет про стройплощадку. Нам уже пора идти на стройплощадку, западать рано. И мы за мылом для Фимы. После забытого леса возвращаемся обратно на свалку. Потом... Это что? Архара. И что Архара? А что Архара-то? Встретиться с Варгом. Опа. У нас тут еще какой-то квест. Встретиться с Варгом. MC Next. Знаешь игру The Sun Origin? Нет, не знаю, что за игра. Блин, я даже и не знаю, слушай. По-хорошему бы пойти сначала на Агропром. Да, наверное, пойдем через дикую территорию на янтарь, чтобы сразу продать дробаши. И что там еще надо, не знаю. Этот сталкер куда идет? Вообще насрать, в принципе. Потом оттуда перейдем на Агропром, потом в пещеру, из пещеры на свалку, со свалки в забытый лес, потом опять на свалку на кордон и на болото. Не знаю, вообще успеем мы сегодня, ну, на этом стриме все это сделать или нет. Ну, в принципе, мы еще стримим мало, Что на роду написано? меньше 2 часов, так что почему нет? Похоже на сталкер, только на iPhone. Правки продаешь? Не знаю. Я, конечно, делаю правки, допустим, себе. Но вот прям, чтоб ну, до такой степени я не сторонник. Ну, неинтересно мне. И айфона у меня, кстати, тоже нет. Так что не знаю, поэтому я эту игру... Да что за хрень с этим порогом? Захар. Так, у тебя среди трофеев нет кисти черного библиотекаря? О, на след этого монстра не так-то легко напасть, не говоря уж о добыче трофея. Заполучить эту кисть мечтает каждый охотник. К сожалению, а может быть и к счастью, мутант мне ни разу не встречался. Место обитания библиотекаря никому не известно. А может, другие охотники его встречали? Вряд ли. Сходи-ка ты к Дьяку. Он сообщал, что его группа наткнулась на какого-то крупного зверя. Вот. Вот это, по-моему, будет... как его? Квест на волну библиотекарей. Вчера только другого продал. Ну. Молодец. Не могу сидеть без дела. Что тут? Что у тебя есть вообще? Есть, в принципе, дикая территория.
Ну, не знаю. Агропром есть. Потом, что есть? Лабиринт. Лаба X18. Еще Лаба X18. Пулемет. Я ничего не буду брать. Так, поехали дальше. МС Нек, такой интересный вопрос. Зачем вообще пользоваться такими правками? Ну вот как ты продаешь. Какой кайф? Лузитания Детексау, hello all. Hi Лузитания Детексау. What's up? Игра от разрабов Сталкера на iPhone. Что-то я в первый раз слышу вообще. И от каких разрабов Сталкера? От GSC я не слышал, чтобы какие-то они игры выпускали, да еще и по Сталкеру. Слушал песню Сталкеров-одиночек? Может быть. Я не знаю, их много. Не знаю, про какую ты говоришь. А, прикол в заработке. Ну, если так, то без базара тогда. Заработок это хорошо. Но я спрашивал не про это, я спрашивал про то, какой прикол использовать их. Я не спрашивал, какой прикол их делать. This game mode is difficult. I think so, yeah. I have problems with it. Ты дурак, что ли? Что ты там стоишь? Угу. Блин. Блин, из-за этих фризов я даже нормально попасть не могу. Где ты, блядь, ходишь там, а? Монстрам с Саимом хедшоты ставить? Ну, это понятно. Но вот эти монстры, они же тоже, да, используют такие вещи? Правильно? А нахрена? Чисто понты или для чего? Вот, например, если ты играешь в одиночную игру, тут все понятно. Просто правишь какие-то моменты, которые тебе не нравятся. Чтобы тебе было играть комфортно. О, там Барсик разваливает бандюков. Правда, почему-то вот на этого ему вообще насрать было бандюка. Барсик, ты чё это там хулиганишь, слышь? Что ты за пургу мелешь? Вы сам нет разрабов Сталкача. Ну я же говорю. Первый раз слышу, что это игра от разрабов Сталкача. О, псины бегают. А тебя ничего не смущает? Ну ладно. Не нападаешь, тогда хорошо, живи. Смотри, нападешь, я тебя предупреждать не буду больше. О, бандюки. Давай лучше просто украдем ключи, да и смоемся. Нарк, слушал этих двоих. Лузя, are you from Portugal? Все убьем. Че, английский знаешь, да? Давайте лучше курнем и улетим. Курнем, говорит, давай. Да мне прокурор и тот лишнее в каске. Ну давай курнем. Сейчас вот так сделаем. Раз,
2. Неплохо, да, курнули? Опа. А пацанчик-то до сих пор ничего не подозревает. Ах, ёпт, всё. Ну все. Игра от одного из разрабов, который ушел. Ну хрен знает. Я не слышал даже про эту игру. Тем более, если она только для айфона. Конечно. Я-то такими не пользуюсь вещами. Айфонами, в смысле. Тут еще есть. У меня и в худшие дни пожирнее было. О, лютого похитителя на свае слышу. Так, что тут у нас? Надо что-то решать. Да. Об этом я и говорил. Ладно, в принципе, на монстров мне насрать. У меня на них заданий никаких нету. Так что путь развлекается. Вы чё это? Не надо тут это... отношения выяснять. Если хотите отношения выяснить, не знаю. В личку там куда-нибудь. Так, тут у нас наемники, да? Кстати, не особо-то много врагов в этот раз. Прям удивительно. Ну все. Материться тоже не надо. Патрончики я ваши заберу. Опа, снорк. А чего это мы здесь забыли? Читы на оффлайн игру. Это что, оффлайн игра? В ней есть мультиплеер? Ой, да ладно, что такого? Хотят люди покупать, пускай покупают. А что с микрофоном? Все. Лав, не знаю, помнишь ты или нет, в одном из стримах мы уже говорили на эту тему. Есть люди, которых, ну, комплексы есть. Там комплекс неполноценности, не знаю, там еще какие-нибудь комплексы, я не особо в этом разбираюсь. И вот им обязательно надо вот тут кому-то что-то доказывать. То есть там, ну не знаю, Rolex золотой, посаженную там эту, Приору. Что еще там? Феррари. Ну или в данном случае вот такие вот вещи для мультиплеерных игр, чтобы показать, что они в кавычках круче. Так что ничего Рад был с удивительного, вами что кто-то это пообщаться. покупает. Приветствую на нашей научной базе. МС Нек, он до тебя ничего не говорил такого. Так, профессор. А, стоп, а что вообще? С чего начать? Добрый день, профессор. У меня к вам небольшое дело. Слушаю вас, молодой человек. В лаборатории на радаре мне удалось открыть одну из комнат, но в ней лежал интересный прибор. С помощью его можно телепортироваться. Очень удобная штука. Одно но. Он не настроен должным образом. В инструкции к прибору говорится, что это прототип.
Поэтому он, наверное, работает не совсем точно. Не знаешь, куда занесет в очередной раз. Не могли бы вы посмотреть документацию по этому прибору? Может, удастся сделать прибор получше? Ну что ж, Меченый, вы меня заинтересовали. Давайте сюда эти документы. Я обязательно посмотрю принцип действия этого прибора, а уж после и решу, смогу ли я вам помочь. Спасибо, держите документы. Да, Меченый, пока я разбираюсь с документами, не могли бы вы и мне помочь? Говорите, профессор. Для моих исследований не хватает данных, которые Васильев произвел в лаборатории X-16, когда ходил с призраком туда. Насколько мне известно, эти данные может храниться в его ПДА. Где он? Загадка. Но я думаю, надо искать в самой лаборатории, в куполообразном помещении с мозгом, рядом с оборудованием. Сходите туда, пожалуйста. Если найдете этот ПДА, я буду вам очень признателен. Хорошо, не проблема, схожу туда. А вы тем временем разберитесь с документами, хорошо? Да-да, конечно. МС Нек, хватит это материться. Че ты такой нервный вообще? В угле ищу что-то, вообще инфы о мультиплеере нету. На iOS есть в портале, на портальном индексаторе есть мультиплеер. Я вообще не знаю, о чем вы говорите, я про эту игру в первый раз сегодня услышал. Что вообще за игра? Что там такого интересного? Касаемо просьбы уничтожить... Блин, опять не готово. Здрасте, профессор. Ну и загоняли вы меня. Добрый день, молодой человек. Неужели принесли мою сумку? Как вам удалось уговорить того капитана? Принес. А капитана уговорил мой автомат. Он быстро согласился, даже денег не взял. Шутка, профессор, не берите в голову. Ну и шуточки у вас, любезный. Сленг зоны, наверное. Спасибо за сумку. Для меня она очень дорога. Вот информация о переходе. О, дал мне блок апгрейда 2 для ската 15. Ну, чё, нормально. Будешь в наших краях? Заходи. Есть кое-что интересное. Опа, что-то Костя хочет. Динозавр, привет, а что делать? В смысле, что делать? Вообще здорово, да. А что делать, не понял. Это сталкер только на ОС. Ладно, допустим. Ничего не могу сказать по этому поводу, я эту игру в глаза не видел. Профессор, у вас есть что-нибудь из этого списка? Кое-что имеется, но не все. Зачем вам это? Это не мне, доценту нужно. Что именно у вас есть и что вы за это хотите? Не торопитесь, молодой человек, у меня к вам предложение. Как вы знаете, мы проводим исследования всего, что касается мутантов зоны. Но мы попали в крайне затруднительное положение. У нас нет образцов ткани биомассы. Нам мало известно об этом существе, но оно очень опасно. Это нечто выделяет и испускает в воздух токсичные бактерии через поры на своем теле, вдохнув которые человек может лишиться рассудка. Если раздобудете отростки биомассы, на которых располагаются поры с бактериями, то получите то, зачем пришли. Я предполагаю, 15 образцов отростков будет достаточно. Отрезайте их осторожно, не повреждите мешочек капсул с бактериями. Также нам нужна фотография биомассы для своей базы данных. Не могли бы вы сделать ее фото при случае? По слухам, этих существ можно встретить в темной лощине, ищите и обрящите. Но отсутствие образцов – это только полбеды. Профессор Кургулов случайно разбил мой рабочий микроскоп, когда проводил очередной анализ. Да так, что ремонту он более не подлежит. Поэтому мне для работы просто необходим новый микроскоп. Доставка с большой земли займет слишком много времени, которого у нас и так нет. Но я точно знаю, что раздобыть рабочий прибор можно в лаборатории X10. Сходите туда? Хорошо, профессор, только не забудьте о нашем разговоре. Вот блин, а. Так. Случайно выкинул перчатки от артефактов, не могу обратно вернуться. А зачем тебе перчатки от артефактов? Лав, обычная скучная игрушка, в общем, то, как и большинство игр на мобилке. Ну да, на мобилке есть такое. Ну, на мобилке там смысл разработчиков не в том, чтобы сделать игру интересной, а в том, чтобы сделать ее прибыльной. Поэтому там заточено на то, чтобы люди деньги платили.
а не на то, чтобы им было интересно. С охранки все проверил, ничего нету. Для ЦЗ в Варлабе. А чё по этому ЦЗ такого крутого дают? Там кому-то все виды перчаток надо. Насколько я помню, динозавр, каждые перчатки в игре как минимум есть в 2 экземплярах. А какие-то даже и больше. Все их ты будешь получать по ходу дела. По ходу квестов. В разных квестах, там, может, по сюжету где-то, я уже не помню. Но я точно знаю, что так есть. А если тебе прям вот сейчас надо, то можешь купить через меню, которое в настройках. Там за 200к любой предмет можно купить. О, стрельба пошла. Ладно. Пришло время торговли. Конечно же, я у тебя возьму аптечки. У тебя дешево они идут. Это хорошо. Потом я тебе продам дробаши. Кстати, ни хрена себе ты их берешь. Прям нормально. 40к. 50. 60. Вот это я понимаю. Ну, вроде все. Так, ну получается, надо еще в X16 идти. Блин. Я как-то не планировал в X16 идти, но раз надо, так надо. Что я могу сказать? В принципе, у нас здесь есть какой-то тайник. И где он находится? А находится он... совсем рядом с бункером. Ну, тем лучше. Давай, кстати, сюда скинем вот эту вот эти штуки. Раз, два, три. И пойдем. Таракана вы завалили. Блин, да пошел ты. Жалко, в ОПшке нельзя мелких мутантов пинать. Это было бы, конечно, эпично. Берешь тушканов, пинаешь и убиваешь так. Опа, большой Бен у нас здесь. Экзоскелет монолита нулевый. Патроны изоморф, бабкины бусы и 2 руки чумного зомби. А тайничок-то жирный, слушай. Снорк. Успокойся, Снорк. Наград за достижение. Да насрать, если честно. О. Да блин, эти микрофризы достали уже. Так. Кстати, чинить тебя не надо еще. Ты смотри, какой хороший дробовик. Сколько я из него уже стреляю, а он почти новый. Прям хорошо. Что тут еще есть? Кстати, нам же на болото как раз надо, потому что там следующий тайник коллекционера. Да. Я только сейчас вспомнил. Не знаю, валить здесь монстров, не валить. Пофоткать есть кого? Не, нету. Что-то здесь пусто прям. Как в жопе у мангуста. Да блин, микрофризы тупые. Чё? Химера? Ну ладно.
Тупая химера, меня из-за тебя спалили. Барсик. Барсик. Успокойся, Барсик. Чё ты такой нервный-то? Это кто? Это наш вечный труп. Опа. Не. Опа, Псевдыч. Здорово, Псевдыч. Пока, Псевдыч. Как говорится, ты кто такой? Давай, до свидания. Все, Лаба. Лаба здесь. Перчатки прорезиненные. В смысле, а как ты их потерял? Типа просто выложил на землю или чё? Или у тебя их из нычки сперли? Они в тайнике коллекционера в начале игры. Если ты их просто выложил на землю, они не должны исчезнуть. Потому что это уникальный предмет. Его уборщик не убирает. Да и вообще, когда броню просто выкидываешь на землю, она не исчезает. Уборщик ее не убирает. Оружие, да, убирает, броню нет. А перчатки, они к броне относятся. Хотя, по-моему, они наоборот к оружию относятся. Но все равно это уникальный предмет, так что он не должен убираться. А если его кто-то поднял из NPC, тогда должен быть в продаже, вот опять же. Опять снорки. Вот так. Ну чё, гостей не будет, что ли? Я так понимаю, тут только снорки и, возможно, карлики, да? Не, никого не фоткаю. А, еще вот эти педики летают, смотри. А не, смотри. Полтергеи есть. Полтергей это плохо. Зомбарь. Тушканчики. Ну, пока не вижу смысла на вас тратить патроны. Где там этот? Твою медь. Как они меня палят-то? Выкинул, смотрю. Ну, не знаю. Если просто выкинул, то их могли не PC подобрать. Они подбирают все, что плохо лежит. Кроме квестовых предметов. Но перчатки не квестовый предмет, так что они должны подобрать. Должны были, по крайней мере. Блин, что делать-то, а? В принципе, наверное, можно как-нибудь по-быстрому сейчас в сортир заныкаться, да, типа? Типа вот они, да, палят. А я херак в сортир такой. Есть. Нормально. Бля, школота. Ни хрена себе школьник пулестойкий. Твою медь. Кажется, придется качать спавнер. Я ж тебе говорю. Выходишь в меню, заходишь в настройки. Там есть окно «Купить за 200 тысяч любой предмет». Любой. Какой хочешь. Квестовый, не квестовый. Хоть можешь хлеб купить за 200к. Хоть, не знаю, там, какой самый крутой предмет там.
камень удачи хоть можешь купить, что угодно. А спавнер я тебе не советую качать, ты игру поломаешь. Эти спавнеры игру ломают, потом возникают всякие проблемы. Татьяна, доброго вечера всем. Валентина, удачи. Богатого хабара, бесконечного патрона. Спасибо, Татьяна, привет. Как у тебя там? Нормально? Педик. Ой. Непорядок. Отъехал. Ща, погоди. На тебя даже патрон не буду тратить, потому что ты вообще никто. Что ты мне сделаешь? Я в другом... О, бля. Этот-то откуда вылез? Тут ничего. Мясные пацаны пустые. О, хоть язык выпал. Вот это школьников тут насобиралось. Вот это надо вписать, я не знаю. Ты же влоги-то смотри, как они называются. Там в конфигах написано название сначала, а под ним секция. Вот по конфигу и смотри. Как я тебе скажу так? Это перчатки, которые просто... Но если уверен, то вписывай. А, ну в любом случае, даже если это и не то, то сохранись до этого, потом перезагрузишься и все. Не проблема. Ничего не теряешь. Так. Ну, активных заданий говорит нет. Но зато здесь есть активные монстры, которые есть. О, бюреры. Слушай, главное, чтобы контролеров не было. Ах, твою медь. Конечно же, они здесь есть. Почему нет-то? На сайте чекну, там все коды вещей. Так ты сначала проверь вот эту секцию. Если не то будет. А, чекнул. Но если уверен, что это перчатки те, то вписывай. Спасибо, нормально. Хотела спросить, Киценко за рюкзаки дает мосинку. У меня одна уже есть, нужна будет еще одна. Какая, снайперская или та, которую бармен продает? А, ну хотя бармен снайперскую и продает. Не, ну мосинка, а чё за мосинка? Обычная просто мосинка. Обычная мосинка, она по ЦЗшкам только нужна. И она, кстати, у бармена продается за, не знаю, сколько там, 25к. Так, ясно. Обычная. Ну, сама смотри. Вообще не особо-то она и нужна. А если по квесту понадобится, возьмешь... купишь, может, у бармена там. Это кто? Это зомби? Так, а вон и бюрер. Педик в плаще. Зомбятина. Куда это мы направились, а? Слышь, почему ты еще не отъехал, а? На месте стой. Есть.
За рюкзаки ты просто у Киценко выбиваешь нулячие стволы, которые можно отдать по ЦЗшкам. Но когда я создавал эту систему ЦЗшек, награды были другими, и нулячие стволы имело смысл отдавать. Сейчас, как порезали все награды, тут не то, что нулячие стволы не имеет смысла отдавать, даже если сделать правку, чтобы он в любом состоянии принимал стволы, то это все равно будет невыгодно таскать ему стволы. Потому что просто зачем? Даст какой-нибудь бинт, там 2 пачки патронов и все. Что это за награда? Все порезали. Все порезали. Кое-кто постарался, чтобы порезано было все. О, действительно, почему бы и нет? Опять он со своим щитом. Слышь? Ага. Блин, у меня что-то более ваншотное есть. Ну, у меня есть вот это, но я не знаю. Опять он поломался почти на 10%. Динозавр. Да, я мощенкой не пользуюсь, не нравится мне. Но если на ЦЗ нужны, тогда можно брать. На ЦЗ... На ЦЗ нужны, но, как я уже сказал, вот эти порезанные ЦЗ, которые в финалке получились, они тупо не имеют смысла экономически. Ни экономически, ни морально, вообще никакого смысла абсолютно нет. Ты когда ЦЗ сдаешься, у тебя не такое ощущение, что ты какую-то выгоду поимела, а что тебя поимели просто. Блин, да что такое? Тоже надо в X16 идти, страшно. Я бы с тобой сходил, ну, не знаю, тут мультиплеера нет, кооператива тоже. Хотя от кооперативного прохождения я, в принципе, не отказался. Кооператив — это неплохо. Педик. Сколько ж тут этих контролеров, а? Это точно. Что именно? По поводу кооператива? Кто-то там бегает. Кто-то бегает. А что если мы как-нибудь по-тихому? Да, вот так вот проберемся. И сейчас, когда оно перестанет шатать, нахреначим ему. О! Нормально. Стоп, где? А, еще контроша. Ты дурак, что ли? Он упал? Мне кажется, или он упал? По-моему, он упал. Спасибо, вернул перчатки. Пришлось на арене деньги дофармить. Да не за что. Бывает такое. Я вот, например, квест с этим Инферно, или как там этот артефакт называется, просрал.
Бандиты исчезли куда-то, я не знаю, где их теперь искать. Вот придется покупать этот арт. Арт покупать придется. Но ничего. Блин, не получилось у меня завалить сразу. А, эта херь пошла в центр управления, я понял. Патроны собираю, чтоб не страшно было. Патроны это хорошо, но учитывая, куда ты идешь, это как бы... Тут больше другие нужны вещи. Осторожность, все дела. По-моему, эта херня там так и будет сидеть, пока я не подойду. Ну ладно. Хорошо. Так, говорит, в куполообразном зале возле оборудования. Ну, не знаю, где-нибудь тут он может быть. Теоретически может быть. 2 контроши здесь. Наконец-то красная рука выпала. Вот здесь где-нибудь может быть, да? Точно, по поводу ЦЗ, когда тащишь вагон чего-нибудь, а тебе в награду рубль дадут. Ну, Татьяна, ты же знаешь, кому можно сказать спасибо за такую, как бы сказать, справедливую, за такое справедливое распределение наград. Ты же знаешь. Да, в принципе, все знают. Опа. Ну-ка, ну-ка. Вот так. Наконец-то. Дарья Николаева. Бандиты сидят у перехода в темную долину. Не понял. Какие бандиты? А, по квесту Инферно, но у меня нет этих бандитов. Они не появляются. Я сразу не пошел квест выполнять. То есть с этим поговорю, как его там, Крест. А квест выполнять не пошел сразу. Ушел другие квесты выполнять. А когда вернулся, их уже не было, все. Сразу помянем. Подожди, я здесь что-то видел, слушай. Да-да-да, смотри. Да, Васильева лежит. Куда заныкали, смотри. Короче, Татьяна, если тебе надо будет ПДА Васильева искать, то это вот, смотри, 1, 2, 3 этаж, он может быть вот здесь. Вот в этой херне. Но я так думаю, что это не единственное место спавна, так что у тебя может быть и в другом месте где-нибудь. Да, я знаю, кому надо спасибо говорить, просто интересно, почему один человек порулил это все, почему его не осадили. А мне тоже интересно, почему. Тут, в принципе, только одно объяснение, значит, они были не против такого урезания. Посчитали это нормальным. Лично я был против, в результате я свалил. Потому что, ну зачем? Человек просто считает, что мод чисто для него создан. То есть игроки, которые в него играют, они вообще никто. Чисто лошары просто. А он, короче, бог, все дела. Я у него один раз напрямую спрашивал, нахрена ты вот это делаешь? Если хочешь сделать вот такой баланс, то надо делать его опциональным. То есть, чтобы в меню была возможность взять и переключить на нормальный баланс.
Кто хочет, будет играть с твоим любимым балансом. Кто хочет, будет с нормальным играть. И что он сказал? Он сказал, нет, если будет возможность типа включить проще, то я обязательно сделаю проще, то есть если буду играть, потому что у меня, я типа не смогу противостоять этому желанию. И чтобы не было искушения сделать проще. Понятно? Да что за хрень? И чтобы искушения сделать проще не было, он просто сказал, что надо сделать вот так. Чтобы его в принципе не было. Надо просто все порезать. Потому что он так хочет, то есть ты понимаешь? Он так захотел. С другой стороны, почему его не осадили, то есть вряд ли кто-то из разработчиков остальных проходил этот бот так, как его проходят простые игроки. У них, во-первых, на это времени нет. А во-вторых, ну а зачем? У них есть чем заняться, типа. Басти тоже из-за этого ушел. Че, Басти ушел? Серьезно? Я вообще не знал про это. Че, реально? Охренеть. Возможно, не знаю. Ну да, того же Басти взять. Он, что ему? Он пилит стволы. Ему нравится пилить стволы. У него, допустим, нет времени играть в мод. Точно так же у остальных разработчиков не было времени и нет времени играть в мод. Тот же Акил, он чем занимается? Он занимается монстрами, он занимается квестами, там, правками всякими. То есть ему надо сразу приходить на место, на конкретное, и там уже править, смотреть. А проходить мод, как делают игроки, он не будет. О, все понятно. Сейчас момент разберусь. Ой, ну конечно. Ни хрена себе этот паук как трещит. Блин, что тут за... Вот так вот. Да, подходи. На. Так, остался только... Ни хрена, он тут еще и не один. Вот это да. Вот это да. Так. Все. Так вот, к чему я это все говорю, то что даже если кто-то теоретически и был против такого баланса, то они его просто не увидели, потому что у разработчиков есть ресурсы, они могут сразу себе заспавнить все, что им надо, и они не будут проходить игру, потому что у них нет времени. Все, никто больше не придет. Так, высокомерие у него заоблачное. А, это я уже читал. Если выходил з ЛТД, а не пошел на свалку, то не пересек рестриктор. Перейди со свалки в забытый лес, потом сразу обратно. Бандюки заспавнятся, они не могут никуда деться, они привязаны к точке. А, ну слушай, может быть. Может быть. Рестриктор, да, это такие вещи, они как бы, если их не пересечешь, то они не сработают. Кстати, спасибо за идею, хорошая идея. Я как бы квестами не занимался, только локациями, там, графикой, моделями, так что я не знаю, как с технической стороны работает этот квест. Ну да, в принципе, может быть. Ох ты! Ну хоть раз нормально патронов отсыпали за достижение, а не там 20 патронов каких-то сраных. Как Стрелок говорил, тестеры ему говорили и не раз, он также отвечал: не умеете, не играйте.
Выродился артефакт симбион? Не-не-не-не-не-не. Меня не устраивает. Не знаю, ничего не могу по поводу стрелка сказать. Ну, а он что, проходил сам? Я не помню, чем он на самом деле занимался вообще. И был ли он в команде. Не, реально, не помню, чем он занимался. По-моему, он что-то типа мерцающего был этот, как их называют сейчас. Пиар-менеджер, во. Так сказать, пиар-менеджер мода. То есть сам по себе там что-то делает. А ничего не выродилось? Выродилось. -2 артефакта. Понятно. Так вот, я тоже сомневаюсь, что он играл в этот мод. И я думаю, ему насрать просто, что там сделали. Не знаю, может я ошибаюсь, я уже давно как бы в этом всем не участвую, потому что вот это вот постоянные споры на тему того, что это мод не для одного человека вы делаете, а вы делаете их для игроков, этот мод. Ну, это ни к чему не привело, короче. Не-не-не. Ну, видимо, этому человеку надоело, что я постоянно его критикую, и он решил, как бы, что маппер в команде больше не нужен. Стрелок-тестер? Ну, значит, ему по кайфу тоже. Один из тех. Татьяна, откуда такая информация, что Басти ушел из команды? Можно ссылочку любопытно почитать. Да, интересно. Любопытно. Во время выброса портятся арты? Да, бывает. Но сейчас все нормально, ничего не выродилось, побежали. Во время выброса и на этих рестрикторах. Там на радаре, на болотах. Но они в 2.1 сделаны динамически, то есть не так, как раньше, что перезагрузился и рестриктор проработал, и все, можно спокойно бегать. Здесь, допустим, ты попал на артефакты на рестрикторе, перезагрузился до него, пробежал, а его херак и нету. То есть он как бы в другое какое-то время сработает, чисто чтобы поднасрать тебе. Но он не исчезнет. Viajeros de la historia siempre va a ser de juegos el canal. Se ve lindo. No entendí bien. ¿Qué quieres decir? No siempre juegos. Como puedes ver, tengo otros videos. Videos de detectando. Videos de otros temas. Hay muchas. En esta semana tengo 2 videos de detectando. Nueva parte del detectando de la cueva y todo lo mejor del invierno. Y también uno video de nuevo tipo reacción. Puede ser. ¿Sabes este tipo o escuchaste algo? Y sí. Juegos en vivo. Ссылку не могу дать. Унесенный сталкером. Набери, найдешь. Писал, не помню в какой теме.
Уже давненько, даже не скажу, до выхода Littlepad 2.1 или позже. А кто писал? Кто конкретно? Кто-то из разработчиков или просто какой-то левый чел? Ну, если какой-то левый чел писал, то вранье, скорее всего. Хотя, что спрашивать, я вон потом у Андрея спрошу. Что тупить-то? Скорее до выхода. Ну, в принципе, да, с момента, как я свинтил и до выхода, там еще, по-моему, около года было. Ну да, где-то так. Дарья Николаева, а ты что, тоже в ВПшку играешь? Нравится Сталкер? Вот, кстати, динамическая новость из тех времен. Будет или нет ОП-3, это сложный вопрос. От Пропера 70-го. Он сам писал? А, интересно. Интересно. Ну тогда возможно, да, возможно. Опа, и резко все прекратилось как-то. Так, ну чё? Сахаров. Ладно, давай выброса окончания дождемся, а то сейчас что-нибудь глюканет еще. Все, теперь можно и сохраночку делать. Так, ну что, профессор, как успехи? Все просто замечательно. Посмотрев принцип действия этого телепорта, мне не составит труда сделать его аналог, но немного лучше. А вы не забыли о моей просьбе? Ну что вы, профессор, конечно нет. Вот этот ПДА. Мне удалось найти его в самой лаборатории, как вы и говорили. Отлично, надеюсь, я смогу окончательно во всем разобраться. Теперь по поводу телепорта. Для его настройки необходим артефакт батарейка. Принесите мне его, и я настрою телепорт. Также мне понадобятся другие материалы. Они у меня есть, но вам придется за них заплатить. Думаю, что 20 тысяч будет достаточно. Хорошо, договорились. Я принесу нужные вам ингредиенты. Батарейка. Блин, это бар. Может быть, с Пропером путаешь. Он свинтил вообще давно еще. Ну да, давно свинтил. Здесь ничего. Здесь... Да, вроде и до хрена квестов, а сдать-то и нечего. Вот чисто пример тупого урезания всего и вся. Вот взять, например, красная рука Бюрера, да? За красную руку Бюрера он, значит, дает какой-то сраный короб с патронами. Ну, с технической стороны это, считай, пачка с патронами. И одну аномальную гранатку. Круто, да? За красную руку Бюрера, которую хрен достанешь, которую... Я, по-моему, первую руку Бюрера вообще за всю игру нашел. Или вторую. И он мне за это хочет дать короб с патронами и аномальную гранату. Вот зачем? Зачем мне такие ЦЗшки? Зачем их выполнять? Зачем ему что-то нести? Максимум, что можно повыполнять, это там задание на зачистку, задание на убийство. Там хоть такие же награды, но чисто если тебе по дороге можно выполнить. Да-да, не Басти, а Пропер. Ну ты, Татьяна, даешь, а я уж подумал, уже команда разбегаться начала вообще. Постоянно слежу за официальным форумом АП, информацию я бы знала. Ага. Да ладно, бывает. Безуар. Безуар. Просто пачку патронов за него дает. Просто за безуар пачку патронов. Это нормально? Это ненормально. Когда я делал вот эту скелет этой
системы ЦЗшек, там награды нам хоть адекватные были. Он, например, мог дать за тот же Безуар, там, допустим, пачку патронов и тайник. То есть это же нормальная уже награда. Есть смысл, да, приносить ему что-то? Хвост псевдособаки. Пачка патронов. Что еще? Рог когтях смерти. Контейнер для 8 артефактов. Аномальная граната. Редкие патроны. Вообще ни о чем. Рука чумного зомби. Сыворотка. Редкие патроны. Очень редкая часть монстра. Он дает сыворотку и редкие патроны. Мозг контролера. Телепорт на янтарь. Да нахер он мне нужен, реально? За мозг контролера-то. Красный мозг контролера. Вот за красный мозг контролера он, да, что-то дает адекватное. Это уже похоже на награду, типа той, которую я вписывал. Да, это согласен. Это уже более-менее. Но красный мозг контролера, ты его хрен когда найдешь. А если найдешь, то он будет в единичном экземпляре. Да, играю, больше-то не во что играть, по большему счету. Call of Chernobyl всякие там мне не нравятся. Ну, Call of Chernobyl это не мод, это сборка для других модов, то есть платформа. Согласен, я тоже в него играл, там даже контента особо и нету, я его до конца и не прошел даже. Чисто скучно стало. Да, ну у тебя, конечно, и запросы, товарищ. Принеси мох. Вот за мох он дает еще более-менее. Но это мох. За всю игру там 2 или 3 таких арта получаешь. Это мох. Че? Ему отдавать, что ли? Вот если, допустим, что-то такое более распространенное. Вот медуза. Принести медузу. Антирад. Пачка патронов. За артефакт. Просто антирад и пачка патронов. Что тут еще есть? Электрический микроб. Опять же, редкий арт. Дает 2 аккумулятора, пачку патронов. Перчатки модернизированные. Иди ты нахер, реально. Черный ангел. За черный ангел еще более-менее нормальная награда, но это черный ангел. Опять же, уникальный арт, который в единичных экземплярах встречается там за всю игру. 2 или 3 находишь и все. Глаз плоти. Граната или подствол? Ну, за глаз плоти, в принципе, граната это еще нормально. Дарья Николаева, ты прошла УП? Нет, еще до паука пока дошла и квест на печатку. Да, я в прошлом прохождении доходил до этого момента. Но до конца я не прошел, мне стало скучно. Ой, реально. Ладно. Ну, по крайней мере, можно уже идти дальше, выдвигаться. Сейчас мы идем на Агропром. Погоди, а кому я системник нес? Системник. Фанат, все. Кстати, кто продает аккумуляторы? Да Сахаров и продает. Вот сейчас у него в торговле был. Что, не видела? Сахар продает. Аккумуляторы, по-моему, там по 15к у него или по 12. Я когда экзач получил, сразу у него аккумулятор прикупил. У меня, в принципе, их сейчас сколько? Нет. У меня свободных нету. Кстати, сколько там у нас времени? Опа, 0036.
А что вы, дамы-то, не сказали, что уже 8 марта? Я ж вас поздравляю всех с вашим днем. Всего вам наилучшего и желаю, чтобы у вас все было. Ну а если еще и в сталкер играете, то вам жирного хабара и легкой дороги. Опять же. Я еще попозже доделаю поздравления с 8 марта, и на канале оно будет. Оно уже готово, но осталось только субтитры сделать там, но вот это все такое. Барсики? Вот зачем? Вам что, плохо жилось на этом свете? Ой. Всем надо сожрать. Спасибо, Валентин. Да не за что. Мы скромные. Кто меня палит? Откуда здесь псевдопсина? Здравствуй, эффекта боссонового экрана. Давно не виделись. Опа. Рылом в землю. Ну, бывает шо. Особенно, когда набухаешься. Скромные — это, конечно, хорошо. Но поздравить-то надо. Опять взрывы какие-то. Что за бред? Взрывчатка взорвана. Какая взрывчатка? Что происходит вообще? Согласен. И это ж вы. Бля. Я, конечно, извиняюсь, но я забыл снять вот это и надеть вот это. А то меня сольют. Вон, пол хп снесли, один раз попали и пол хп снесли. О, там псины забегают. Все нормально. Ничего необычного. Так, ты чем меня порадуешь? Так, калаш говно себе ставь, давай мне патроны только. Не, ну не буду я тратить, конечно, мурку на псин. А вот калаш вполне себе можно. Кто шьет там? Твою медь, я БТР слышу. Бля. БТР. Блин, БТР, реально. А мне ж нельзя их взрывать, точно. Ёпты. Да, я себе правки делал. Ай-яй-яй. Я всегда был за опциональность вот таких моментов. И то, что они решили сделать по-своему, не значит, что я с ним согласен. И буду играть так, как они решили. Я буду играть так, как я хочу. Так. Ты что скажешь? Ладно, мне надо с Варгом побазарить. А, это Архара. Подожди, не понял, а где Варг должен быть? Варг. Может, где-то... А, подожди, а где он? А у меня никого нет, он здесь, на карте. Это как это? У тебя никаких диалогов нет. Кстати, вот кому нужен кольт Аномалия. Вот, допустим, за кольт Аномалия Красные Щупальца Кровососа это еще адекватная награда. 10 сигарет, ну за 10 сигарет 2 пачки патронов и гранату это вообще ни о чем. Конечно, сигареты недорогие, но пока ты их насобираешь, ты чисто больше усилий потратишь.
Патроны меняем на другие патроны. Это вообще маразм. Тем более в таком соотношении. 5 пачек на одну пачку и 2 гранатки подствольных. Это вообще говно. 2 колючки, баллон с огнесмесью. Ну, это еще нормально. Это еще пойдет. Баллоны с огнесмесью это вещь редкая и нужная. Аномальную гранату за 2 капли тоже неплохо. Согласен. Еще адекватная награда. Золотой ломоть. Просто дробаш. Ну, блин, я не знаю, это для кого такой задание? Чисто для хомяков, кто любит все стволы собирать. Дикобраз. Граната-патроны. Ни о чем. Блин, что делать, что делать, что делать? Где варк? Где есть варк? Так, тут у нас 5 человек. Ну, допустим. Братишки, не могу больше. Ой. А что это у нас тут? Ребята! Ай, лежи, ладно. Че я тебя просто так убивать буду? Здесь только адреналин, никого больше нету. Чё? Зачем пришел? Чё, ты можешь что-нибудь мне сказать, а? Уничтожить лагерь, металлургический завод. А за это что даешь? Вот за уничтожение лагерей еще более-менее награда. Но только в том случае, если по пути бегать, а не специально. Если специально, то это ни о чем. Не, ну за уничтожение собак, огненные шары, патроны неплохо. Бандит и ветеран. Научный комбинезон свободы. Угу. Вот за красные щупальца кровососа тайник. Это хорошая награда. У меня есть, у меня нету. Понятно. А варк не на крыше разве стоит? А он чё? А он не друг, что ли? Почему он на радаре не отображается? Да, тут ничего нет, кроме всякой хрени. Зачем пришел? Да. Куча всего в продаже, но ничего интересного и нужного. Ой, а вояка уже отъехал. Ну, бывает, что я могу сказать. Ох ты, лютый похититель на свая. А чё это он тут лежит? Ну как? Вот, на радаре 4. На радаре 4, и у меня здесь тоже. А, смотри, тут тоже рестриктор. Вот оно как. Не, ну, нет, ну это какая-то на самом деле не очень такая система. Рестрикторы. Вот, допустим, если человек не знает, что рестриктор здесь. Вот он сюда не подойдет, и он не появится. И что он будет делать? Бегать. Поставили бы рестриктор, не знаю, где-нибудь вон там. Хотя бы. В этом, в коридоре. Что ты подходишь, и вот сразу он появляется. Эй, эй, хомяк. В смысле, не ты хомяк, пароль хомяк. И где Костя таких находит? Ты мне уже нравишься, парень. Костлявый объяснил твою задачу? В принципе, да, но не вдаваясь в подробности. Тогда слушай внимательно и запоминай. Я здесь уже пару дней наблюдал за обстановкой на базе и пытался опознать нашу цель. Это мне кое-как удалось по косвенным признакам. Мистер Икс обычно сидит на 3-м этаже и выходит только в сортир или покурить на крышу здания. Вот тут-то мы его и прищучим. Все просто. Определяем цель, валим и отходим в безопасное место. Уходить будем разными путями, так меньше шансов, что нас будут преследовать. Моя точка отхода – ЖД-тоннель, ведущий в пещеру. Тебе советую уходить тропой на свалку, местные сталкеры помогут в случае погони. Если же нас обнаружат раньше, то будем отходить с крыши по одному. Ты займешь позицию на вышке, что возле тоннеля, и прикроешь меня, далее уходишь сам. Это ясно? Так, следующее. Видел БТР, стерегущий тропу на свалку? После ликвидации тебе нужно будет его уничтожить с помощью шмеля. Держи.
Иначе мы попросту не добежим. Огнестрельное оружие в руки пока не бери, доставай бинокль и наблюдай. Готов? Блин. А я хотел в пещеру пойти после агропрома, а он говорит, что мне надо на свалку уходить. Блин, ну... Я бы, конечно, насрал на его рекомендации, но зная этот мод... Вот стопудово, если ты пойдешь через тоннель, то обязательно что-нибудь поломается. Ладно, придется тогда переходить, потом уже со свалки идти в пещеру. Ну, а что делать? В принципе, правильно так спавнить квестовых НПС. Если их спавнить раньше, то люди будут их спавнить, не доходить до них, уходить с локации, а потом вернуться через пару месяцев, а квестовика тю-тю. Так я ж не говорю спавнить при входе прям в здание. А вот чуть-чуть его переместить, где вот Архара стоит, на вот этот вот выход из этого. Из коридорчика. Вот я дошел до Архары, а дальше не иду, потому что смотрю, никого на карте нету. Думаю, куда идти? Где он? Почему нету? Если бы я не решил дойти сейчас вот до этой лестницы, он бы и не появился. А вообще это спорный вопрос, потому что точно так же я могу дойти до лестницы, заспавнить его и свалить с локации на пару месяцев. И чё? Почему не могу? Вполне могу. Почему бы и нет? Ай, ладно. Что делать-то? И как часто твой приятель выходит покурить? А где бинокль-то? Ща, погоди. Примерно каждый час, но бывает и реже. Опа. Это кто у нас? Так, внимание. Солдат в зоне видимости. Это наш клиент. Работаем. На самом деле... С чего ты взял? И почему он в форме? Человек на крыше, как наш... Ты же сказал, работаем, дебил. Крендель носит берет с наклоном не в ту сторону. Говорит, работаем, и задание провалено. Что за бред вообще? Ну не говорил бы тогда работаем. Зачем? Говорит, работаем, я стреляю, задание провалено. Что за тупизм? Часто твой приятель выходит покурить? Так. Примерно каждый час, но бывает и реже. Так, внимание. Солдат в зоне видимости. Это наш клиент. Работаем. Не буду я работать. С чего ты взял? И почему он в форме? Человек на крыше, как и наша цель, левша. К тому же этот крендель носит берет с наклоном не в ту сторону, как принято в спецназе. Маскировка дилетанта. Вот гаденыш. Решил устроить сюрприз. В этой части крыши он никогда не курил. 210 метров. Стреляй по готовности. Цель нейтрализована. Подтверждаю. Предатель ликвидирован. Дело сделано. Рано радоваться. Сюда приближается патруль. Видимо, они слышали выстрел. Спустись в мансарду и прикрывай меня. А чё, где? Проклятие. Похоже, мы разворошили осиное гнездо. О, артефакт. Нас собирается взять кольцо. Переходим в план Б. Как только избавимся
успеваешь ждать солдат, стави БТР с помощью шмеля, иду на вышку. Я тем временем постараюсь повредить остальные БТРы и уменьшу число преследователей. Иначе живыми мы отсюда не выберемся. Ага. Ясно, понятно. Ну ладно, я тогда сохранюсь хотя бы. Блин, там душа лежит. Нет, это, по-моему, кровь говна там. Так, чё? Где? Я достану тебя, слышишь? А где он? Что-то не понял. А, здорово. Дурак, что ли? Здесь враг! Сюда иди, слышь. Эти неубиваемые NPC. Блин, зачем я со снайперки вообще шмаляю, спрашивается. Если мне надо взять вот это. Что? Слышь, солдат, выбирай, вилкой в глаз или в жопу раз. И чё? О, что происходит? А вас не до хрена тут на квадратный метр, а? Не? Нормально? Ага, понятно. О, да вы еще и раненые бываете. Ну да, ну да. А как тебе вот такое? Еще трое. А, ну... Слушай, они неплохо выносятся кувалдой. Можно патроны не тратить. Че он там сказал? Разберешься с солдатами и дуй типа на вышку? Что? Ладно, я забираю ваши калаши, они мне нужнее. Так, что, патрончики тут есть. Есть вот это вот. А вот еще АК-105. Вот это забираем. Ща, погодите, я и до вас дойду. Пацанчиков, конечно, завалили. Ну, чё, кто вам виноват-то? Калаш 105. Ага, сигареты возьму. Обрез себе оставь. Вот так. Вот так. А, лютый похититель. Еще. Еще. Крыски. Забираю. Забираю. О, прикольно стоят. А скриншот можно сделать? А, они убежали. Ну, блин, печально. Слушай, а еще вы будете стоять? Ща. Момент. Прикольно. Скриншот есть. А, кто тут еще у нас? А, меня крысы видят. Больше никто не видит? Ну, в принципе, я сейчас в бар не иду, так что давай скинем стволы в нычку.
Потом когда-нибудь продадим, заберем. Тут у нас куча 105-х. Дробаши есть. Бизон есть. А остальное можно оставить. А чё ты там про БТР говорил, слышь? Он вообще где? Это чё, БТР? Это не БТР. Где-то там на выходе он типа должен быть. А. То есть он говорит идти на вышку, но меня валит БТР. Ух ты, какая логика хорошая. А логика самая то. Прям вообще. Ладно, тогда сейчас БТР развалим первым делом. Мне как-то, если честно, насрать, что ты говорил БТР не трогать. Раз он меня валит, то и я его завалю, все справедливо. Он что-то про вышку сказал. Вот про ту вышку он сказал. Я на нее полез, меня БТР сваншотил. Круто, да? Так, вон он БТР стоит, смотри. Интересно. Так, вышка у нас с этой стороны. БТРовская, да, вот так вот идем. Аккуратненько. Ща. Не знаю, обязательно со шмеля валить или можно с гранаты? Ну давай со шмеля завалим, чё. Шмель, я с него не стрелял еще в этом прохождении, блядь. А как стрелять-то в него так? Ой, отвали по-братски. Вы дуры, что ли? Вот я вас трогал, а? Чё вам не сиделось-то? Не знаю, вот так, наверное. Ну, неплохо, конечно, но мне больше нравится их зажигалками взрывать. Как будто у них пердак поджигается. Угу. А вышка, вот она, вышка. Какой-то вертолет висит в небе. Прикрыть отход варга. Красиво, слушай. Так, а чё тут? От кого прикрывать-то? Фу, я на позиции. Солдаты уже близко. Еще немного, и ты окажешься в ловушке. Беги оттуда со всех ног, скорее! Принято. Выдвигаюсь. Целься в голову и как можно точнее. Этих спецов, похоже, пули боятся. Ща, все будет. Остановитесь только на месте. Тут еще где-то пацанчики. Пушкана вижу. Чё? Ну чё ты? Блин. Вот это я косой, конечно.
Так, Да скорее. это у нас варк. Да, бегай быстрее. Согласен. Да что такое? Охотно верю. Ты не отвлекайся. Лучше сосредоточь огонь на тех, кто за моей спиной. А кто? Я не вижу, куда шмалять. Неужели все? А нет, он живой. Он живой там. Ага. О! Вот оно как. Блин, сюда квестовый Псевдыч приперся. Вот твою шметь, а. Я скрылся в тоннелях. Пора и тебе убираться с агропрома. Следуй за мной. Уходи другим путем. А подожди. Мне еще хабар надо И собрать. спасибо за поддержку, второй номер. Костя всегда умел выбирать лучших. Надеюсь, нам еще доведется поработать вместе. Удачи, брат. Ща, погоди. Ща все будет. Ага. Не попал. А так вроде попал. Что еще есть? Я понял, они крутые только на слабых. Когда ты голый в начале игры и у тебя ничего нет. Что? Блин, Псевдыч. Если его завалят, квест провалится. Сваливать надо отсюда. А кто шмаляет-то? Хрень какая-то там. Или здесь? Блин, понятно, что ничего не понятно. И что? Откуда шмаляют-то? Ладно, ща развалим, погоди. Оп. Где? Кто? Хейтеры. В столб попал метко. Успокойся и поспи. Пойдем собирать с пацанчиков лут. О, у него АЕК. Вот это очень хорошо. За АЕКи нам Петренко хорошо отвалит бабла. 104 уже не так круто, но тоже неплохо. О, смотри. ОМОН. Был ОМОН и нет ОМОН. Остался только хамон. Так, тут у нас АЕК. Где еще трупы были? Вот трупешник здесь. 104. Ну и в принципе можно уже обратно мой АЕК взять. И, кстати, его надо вычинить, а то чуть-чуть поломался. Так, тут у нас кто? Тут у нас какой-то Васян. Так, вот это забираем. ОМОН. Да я твой ОМОН труба шатал, ты знаешь? Не могу больше. Ты в меня стрелял, так что не обессудь. Крыски. Ай-яй-яй, лютый похититель на свая.
Ёб твою медь. И без щупальцев. Ну, конечно, уж без щупальцев будет. Зачем щупальца-то выпадать? Ну шо, адреналин? Я тебе тут оставлю немного хабара. Смотри, чтоб его никто не спер. Реактивный пехотный огнемет РПОА. По-моему, Толик захочет реактивный огнемет. И я думаю, мы ему такую возможность предоставим. Но все равно придется идти на свалку. Вот вы своим квестом мне, блин, все планы поломали. Я надеюсь, тут больше БТРов-то нету. Погодите-ка, там что-то есть. Не, это легковушка стоит. БТРов точно нет? А... Не-не-не, это легковушка. Ну, тогда ладно. Шашлычок завтра праздничный будет. Кто шашлычка хочет? Или никого уже нету? Наверное, сначала отдам контейнеры кулинару, а потом уже пойду в пещеру. И какие там еще квесты у меня есть? Не знаю. Макс... О, Макс Любер есть. Что еще? Ой, блин. Ворон, блин. Кто такой? Что-то там. Шашлычок святое. Да. Шашлычок. Тебе из чего больше нравится шашлычок? Мне из курицы больше нравится. Кто тут такой бессмертный? Ни хрена он мне вшатал. Отдавай мне свои патроны. У меня дробовик на них работает. О, еще один. Слышь, откуда-то? Слышь, вы откуда тут взялись? И еще один где-то. Ну, я думаю, что я знаю, где этот один, да. Здесь он и был. Опять кто-то идет. А, это уже педики, которые хотят спереть мой хабар, я понял. Так, пока я не залутаю всех, ничего не трогать, понятно? А то я еще и вас залутаю. И уж тогда не обессудьте. Куда ты лезешь, а, слышь? Тут все мое.
Тоже с курицы, свиной на ребрышках. Не, я с костями не люблю делать. Без костей лучше получается. Кулинар, бля. Чё ты мне скажешь? Вот, держи, принес то, что ты просил. Только насчет поставок сам с барменом договаривайся, больно уж цены у него кусачие. Вот спасибо, меченый, вот выручил. У нас 2 сталкеров, 3-й день животом маются, хоть нормальной еды приготовим. Держи, тут ребята скинулись. А это дополнительный подарок. Рецепт получения рубиновой пружины. Запиши или так запомни. Этот артефакт позволяет устранить с пути карусель. Только это, в контейнере вмонтирован хитрый замок. У меня его открыть не получилось. Не волнуйся, мы тут сами справимся. Удачи. Наконец-то я избавился от больше 30 кг чисто лишнего веса. Отлично. Так. Говорят, что через нашу солнечную систему Угу. большая группа светящихся объектов. Касаемо просьбы... Да где этого бандита-то надо убивать? Но не в том суть. От этой большой группы отделилось несколько десятков объектов. Владимир Семенович, шашиль на молоке из свинины лучше куриного. Если это правда, то Но это опять же, Владимир Семенович, на личный вкус. представляете, что тут скоро начнется, а? Мне больше нравится куриный, потому что он чисто вкуснее. Проделки этих долбаных инопланетян. А лучше или не лучше, это можно много чего спорить. Мне вкус больше нравится. Которую мы название-то пока не... Именно вкус. Я хотел назвать Елой, Колян Сосед. Еще он мягче. Особенно если из грудки делаешь. Причем надо вот правильно делать, так вот, чтоб там еще сок был, но чтобы он был не горелый. С обоих концов. Висит над самой землей. Не быстро вращается, Не, наоборот. дает тихий, Чтобы там сок был, но в то же время он был не сырой. Потому что если он горелый будет, там сока уже не будет. причем в одном месте Это, в принципе, уже и не шашлык будет. крутится по часовой стрелке, в другом Так, что ты скажешь? против часовой стрелки. Не, я, конечно, понимаю, что вы хотите. То медленней, Все меня в своих интересах погонять, но идите нахер. то меняется. Я взял одну из них и перевел ГШ, Люгер. начал вращаться Все в ту понятно. сторону, что и остальные. Рука сказала, что это потому, что Земля покрыта какой-то там О, энергетической это я сеткой, забираю. что в одном месте энергетика. Ты кто? Леха Тамбовский? До сих пор не починили этот баг, что не убирается метка с него. Молодцы. Здорово, сталкер. Редкое оружие? Не. Насчет задания. Ясно. Работа есть. Что даешь? О, тайник. Вот это я возьму. За тайник. За тайник я тебе задание выполню. А вот, кстати, и тот самый ПНВ, который нам нужен. 40к он стоит. И теперь у нас есть все ПНВ для Калинина. На молоке я даже не пробовала. Я мариную только луком через мясорубку. Я тоже на молоке не пробовал. Я так делаю, короче. Сначала мясо, сверху слой лука. Кольцами нарезаешь или на терке его делаешь, чтобы он как бы... Там сок в нем был, чтобы он остался, не сразу вытек. Сверху засыпаешь специями, потом сверху еще слой мяса. И так повторяешься до того, как у тебя не закончится мясо. Ну и самый верхний слой, естественно, это должен быть лук со специями. Потом это все дело стоит минимум сутки, лучше 2. А потом ты это жаришь и кайфуешь, если ты все правильно сделал. Аэрогриль делает сочный и вкусный шашиль. Не знаю, я вот этим всяким аэрогрилям не доверяю. Чисто своими руками. Вот чтоб ты должен стоять, следить за шашлыком и сам контролировать. Опять же, каждому свое. Мне так нравится. Кому-то нравится всякие там приблуды использовать, типа аэрогрилей. А мне интересно, почему я жрать хочу. Так, а ну на хлеб тебе и консерву. Все ясно.
А есть ли у меня хвосты? 3 хвоста есть и все. Как бы да. А тут есть что-нибудь? Не, нету. Части мутантов, хвост псевдособаки. Оставляем здесь. Бревно в лесу. А как же дымок? Это ты у меня спрашиваешь? Или у Владимира? Я всегда готовлю на стандартном, ну, на обычном таком мангале. Там, естественно, дымок есть. Дымок это вообще святое. Опять же, надо правильно костер разжигать. Никаких там жидкостей для розжига или прочего говнища. Ну, если тебе нравится шашлык с примесью, с привкусом нефти, то пожалуйста, ну и с запахом, естественно. А так только природные материалы. Бумага там, картон. Ну, естественно, такой картон, который не ламинированный. Опять же, это опять химия, вот эта краска. Ну и, естественно, дрова должны быть нормальные, а не какая-нибудь крашеная доска. Подожди, а куда я бегу-то? Мне же еще надо побазарить с этим, какого. Ну вот с этим вот, короче. Максом Любером. Артефакт. Где артефакт? Дайте мне артефакт. Все. Мое. У Владимира спрашиваешь? Понятно. Не знаю, лично как по мне, вот это использование всех вот этих аэрогрилей и прочего, это то же самое, что взять газовую плиту, положить мясо на сковородку и пожарить. Здравствуй, брат. Бедноватый, однако, был парень. То есть, как бы приготовить можно, но это будет не шашлык. Так, ну вроде радиация быстрее выведет, чем я сдохну. Так. Чё даешь? Кристальная душа, патроны, аномальная граната. Ну ладно, давай. Так. Понятно. Макс Любер. Привет, Макс, как здоровье? Спасибо, видимо, вашими молитвами. Хотел что? Макс, ты у бандитов не видел псевдопса необычного? Скажем так, несколько неагрессивного. Доктор потерял своего дружка. Слух был у бандитов он. Ха, не видел. Со мной он. Вон бегает на стройке, ласковый. Мы его тут прикормили, но тоскует он что-то. По доктору скучает. Скажу доку, пусть порадуется. Так, что там у нас? Хотя аэрогриль удобно дома делать. Не надо ехать никуда. Особенно если гости. У меня двор свой, у меня свой частный дом. Мне тоже не надо никуда ехать. Я во двор выйду, в мангале костерчик разведу и все пожарю, как полагается. Ну а если квартира, да, ну квартира это тоже такое, в квартире жить. А чем вы кормите эту псину? Мясом, конечно, чем же еще? Ничего другого он не ест. Особенно ему нравится филе плоти. А когда нам удается кабанчика пострелить, то дружок и кабанью ногу погрызть не прочь. Да уж, разбаловал его доктор, не прокормишь. Это ты в точку попал. Здешние ребята подкармливают дружка. Кулинар и бармен иногда что-нибудь присылают, но псу все мало. Может, раздобудешь немного свежатинки для собаки? Возле тропки, ведущей в темную долину, я заметил стаю плотей. Среди них особо выделялась одна жирная особь. Неплохо бы подстрелить ее. Надеюсь, этого псине на 2 недели хватит. Хотя с его аппетитом все это за неделю уйдет. Мне не сложно. Хоть кто-то будет чувствовать себя счастливым. Задание. Заданий хороших.нет. Это сочнее и экологичнее, чем костер. Ну ты сказал. Экологичней.
Костер, братан, это самое экологичное из самых экологичных вещей. Обычный костер никогда экологии ничем не вредит. И это про там всякие там выбросы углекислого газа и глобальное потепление мне не надо рассказывать. Костер на это никак не влияет абсолютно. Что-то это не похоже на плотей как-то. Вы ничего не перепутали? Радиейшн, не бей. Не бей. Стой. Грила. Молодая плоть. Вы серьезно, что ли? Вот вы неадекватные. Крысолов. Ты куда? Тебя отпускали? Не отпускали. А, еще вот есть. Ни хрена себе. Ну тогда, конечно, свой дом это зачет. Согласен, согласен. В идеале каждый должен иметь свой дом. Квартира это, ну реально, это такое. Вообще ни о чем. У меня всегда ассоциация с камерами, короче, когда вот в квартире кому-то приходишь, как будто это камеры реально. Ну, хотя что, это камеры и есть. Точно такие же. Зови дружка, я ему гостинцы принес. Кидай тушу сюда. Сейчас мы поделим ее на части. Эй, дружок, ко мне. Смотри, бежит. Хвостом даже завилял. Ага, чертяка. Меченый, постой, не уходи. Есть у меня пистолет FNP-45 тактический. Обменял у одного сталкера-ветерана на несколько недорогих артефактов. Но что-то он мне не приглянулся. Тяжеловат малость, да и коллиматоры я не очень уважаю. Люблю по старинке через мушку противника выцеливать. Хотел уже было продать его, а тут ты появился, да еще решил проблему с кормежкой пса. Забирай пистолет себе, мне не жалко. Не ожидал, спасибо. Кстати, он мне своим пистолетом напомнил, что у Арни должен был квест на тестирование пистолетов. А я к этому Арни еще даже не подходил. Сколько уже прохожу, а ни разу еще не подходил к Арни. Кстати, да. Хотя, может, один раз и подходил. Короче, хорошо, хорошо. Бревно в лесу? Ну, нет, не пойду я бревно в лесу обыскивать. Далеко. О, кстати, тут кто-то говорил насчет... Не. Мне все равно в забытый лес идти, так что потом. Потом решим вопрос. Так. Бандюки. Бандуки. Так, нам сейчас надо с шахтером пообщаться. Я уж не помню, что он запросит за ПДА стрелка, но явно что-то жесткое, чего у меня с собой нету и что придется искать 3 года. Ну, в любом случае, пока не найду ПДА стрелка, на ЧС больше соваться вообще не стоит, потому что там таймер уже вообще остался по мелочи.
Так. На статике играешь? Нет. С чего это на статике? На динамике играю. Так, слышу химера. А что химеры делают, интересно, в пещере-то, а? Или это эти оборотни? А не, химеры, смотри. Ну, здорово. Еще будут желающие? О, слышу псевд. Эффекта боссового экрана. Твою медь. Ненавижу этих. Этот эффект, блин, реально какой-то тупой. Ой, что я делаю-то? Ща. Тараканчик решил смыться? Или ему по меди? Ему по меди, походу. Тебя ждут. Кто меня ждет? Где меня ждет? Блин, выстрел по яйцам не помогает в случае снорка. На статике не лагает так. Это микрофризы, это не лаги. Это проблема ОП2.1. Микрофризы постоянные. Блин, на Усасе я их ваншотил в полете. А тут не хотят. Это микрофризы. Тут везде микрофризы. Хоть ты будешь, не знаю, там в какой-то локации, где вообще никого нету, все равно будет фризить. Это что-то намудрили с оптимизацией. Так, я что-то тут вижу. А нет, уже не вижу. Так. Опа, лютый похититель на свая. Ты чё это, слышь? Ты нормальный? Неадекват какой-то. Так, ну-ка. Ёп. Док, по-моему, скальп контролера запросит. Да, я что-то тоже такое помню. То ли скальп контролера, то ли фонарик ему подавай. Да, шахтер, я совсем забыл, что оставил у тебя свой ПДА. Вспомнил только у Монолита. Хорошо, что записку свою прочитал. Да, было дело. Твой ПДА у меня, вернее, в пещере. Он мне нужен. Там есть много полезных сведений. Я не читал, так как пользоваться такими устройствами не умею. Но хочу прежде тебя попросить. О чем? Нас достает контролер, который частенько тут появляется. Голова от него кругом идет. Убивать его бесполезно. Умная тварь. Зомбирует издалека. А как я своих людей отправлю его устранить, сразу уходит. Нужен мне артефакт для защиты, но таких в пещере нет. Называется он скальп контролера. Наверняка у такого боевого сталкера, как ты, он имеется. Уступишь? Хорошо, будет тебе артефакт. Понятно. Уступишь, не уступишь, а у меня нету. А рецепт у меня есть? Ух ты, круглая какая цифра, а? 2000. Прикольно. Забавно. Репутация 116. Долг больше всего. Ну да, блин, не зря же я столько бабла отдал. У меня легче идет на статике и намного меньше фризов. Но естественно оно будет легче идти на статике, потому что это статика. Ты еще не забывай, что у меня стрим включен.
Это серьезная нагрузка. Где? Вот журнал, да? Или нет? Или справка? Справка, да. Скальп контролера рецепта.нет. Отлично. Что делать? Кто помнит, в какой аномалии варится скальп контролера? Кто-то может глянуть в гугле? Уничтожить лагерь. Отросток биомассы тайник. Тайник. Не тайник. Пещера. Лабиринт. Ну, давай такое. Боссы бабки бюрера тайник. 10 жетонов монолитовцев. 3 рюкзака. О, канистра с бензином. На тебе канистру с бензином. Рецепт на заводе. Но у тебя он открыт? Нет, не открыт. А где на заводе-то? Блин, я не помню. Здесь, по-моему, нельзя, да? Без рецепта варить. Ну ладно. Уныло. Уныло. О. Шатало мне. Булыжник появился. Ой, и монстры заспавнились. Ну круто, чё. Так, я смотрю, тут весело. Хорошо. Еще какие-то артефакты здесь. Зомби! Ваншот. Ой, меня палят. Кто меня палит? Зомби, да? Ну, сейчас не будет Ой. Фу. Прибежал. Едик. Нормально. Ваншоты идут. Так. Какая, однако, высокополигональная угуля моделька. Аж приятно посмотреть. На металлургическом заводе ученый там выдаст после второго захода, а за ЦЗ или по квестам то хз. Можно варить без рецепта, если знаешь правильный состав ингредиентов. Ох ты! Блять. Что ж такое-то, а? Блин, как вы меня видите так, а? О, все, это бан, это бан. В какой аномалии варится скальп контролера? Мне кто-нибудь скажет?
Так, ну ладно, с тобой-то я так разберусь. Не-не-не-не-не-не. Не варик. Как вы меня бесите, а? Так, ладно, пока полутать можно, я думаю. Никаких вроде нету здесь. О, бюреры. Отлично. Здесь у бюреры. Здесь бюреры. Так, тут у нас карлик бегает. А вот, кстати, тут у нас групповуха. Ух, ни хрена себе ваншот какой. Прям царский, я бы сказал даже. Царский ваншотик. Так, ну что? Где тут у нас переход на свалку? Вот он, да? Да. Сейчас пойдем в забытый лес. Попробуем как-нибудь вопрос этот решить. Сын Инферно или как его там, неважно. Неважно. Да, что вам надо от меня, а? Не живется вам спокойно? Ух, какая ночь. В городе такое не увидишь. У меня нет на это времени. Принести кровь камня. Там у нас бандюки. Вообще насрать на них. Типа зачем они? Так, эффекта боссового экрана сейчас будет, я понял. Или мне можно вообще их не трогать? А, нельзя. Желающие еще есть? Нету? Я рад. О, все понятно. Раз. Два. Чего? Ты дура, что ли? Че тебе надо? О, так у нас тут артефактик. Это у нас выверт. Я знаю, что он варится из панциря, но панцирь у меня есть в контейнере, поэтому я спрашиваю, в какой аномалии он варится. СВД, Страж Свободы. Понятно. Кстати, Страж Свободы Воронину нужен. Надо не забыть.
Вот теперь можно и переходить. Я бы сразу проверил тогда, варится без рецепта или нет. Если нет, значит нет. Если варится, то отлично. Сразу сварил, отдал этому шахтеру и все. И у тебя ПДА стрелка на руках. И выброс отключен. Забытый лес. Забытый такой забытый, бля. Пушканы. А есть кого сфоткать? Нету? Печально. А где, не понял? Чё? Чё ты мне сделаешь? Я в другом городе. А, ясно, они там тушканчиков разваливают. Лапа медведа. А, вот оно как. Они не разваливают тушканчиков. Даже так. А куда это мы намылились? Чё, страшно стало? О, еще химера. Химера, кстати, разваливает все-таки тушканов. Ну что, она придет? Нет? О, придет. Это хорошо. Кстати, к слову говоря, знаешь, почему у него псевдоним Химик? Потому что он арты варил. У кого? У него. У Химика? Я в курсе, я книгу читал. Он еще любитель сборки поделать. Так, насколько я помню, вот где-то здесь должна быть водка. А еще где-то должен быть мой этот... Как его? Спасибо за стрим, смотрел бы до конца, но уже скоро утро, поэтому я спать. Давай, удачи, спокойной. Блин, у меня же здесь лежит презент от Петренко где-то, вдоль какой-то из границ. Потом у меня здесь лежит ящик водки, который из ролика про кровососов. Так что мне придется еще оббегать границы, я так понимаю. Здесь есть тайник. Здесь есть награда за достижение. Попробуй трамплин. А ты не можешь посмотреть в гугле? Чтоб точно. Так мы сможем сразу попробовать. И если не сработает, значит без рецепта варить нельзя. Не, ну вроде я что-то такое помню, что я искал рецепт, да, на заводе там. Ну, вернее, я не помню, где я его искал, но я помню, что я его искал. Подожди, а где? Ой, ну да, без вас как же-то? Как же без вас-то? О, экзач. Круто. Потише давай. Как-нибудь свалим отсюда, я не хочу. Реально не хочу с ними воевать чисто, ну зачем? Крест. У креста есть задание. А я куда бегу-то? В принципе, будем бежать вдоль границы, и я найду презент, потому что у меня есть детектор артефактов, и он спалит их. Это 100%. Можно даже периодически вот так делать. Ух ты! Псионика зафоткал, вот это да. Нашла в жарку 6 часов. О, спасибочки. Жарок пока не вижу, но думаю найдем. Ай, это точно не жарко.
А вот где мой презент? Вон он, мой презент, смотри. Лежит тут. О, кстати, панцирь. Еще один. Патроны к пулемету. ПКМ. И что еще? И все? Серьезно? Больше ничего нету? Даже тайников никаких? ПКМ Зулуса. Ну, вот не знаю, вроде у меня теперь есть нулячий ПКМ, но почему-то задание не срабатывает на него. Моя любимая книга «В зоне тумана» про Угрюмого и Хлюпика. Ну и «Дезертир» моя первая книга. Ну, я уже давно книги не читал, но... Поэтому ничего не могу сказать по поводу любимых. Ну, есть там годные, есть такие себе. Ладно, я, наверное, не буду искать эту, как его, водку. О, все, слышу контролеров. Валим, валим нахер. Не хочу. Так, тут у нас переход. Это не то. Так, зафоткать никого не могу. Были бы тут какие-нибудь артефакты, он бы спалил. А, и насколько я помню, возле водки там еще арт должен быть. Артов я пока не детекчу. Стоп. Вы это слышите? Неужели это схрон с, мать его, оружием? Ай, ёпта, блин. Ни хрена себе. Я случайно нашел схрон с оружием. А ну-ка, где это? Вот, кстати, если кому надо будет искать схрон с оружием, вот в этом углу он находится. Вот в этом. Охренеть. 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 Просто случайно наткнулся. Это да. А, блин. Блин, найти-то... А, вот, смотри. Пиксельный схрон с оружием. Круто. Татьяна, с праздничком тебя, кстати. Вот правильно, поздравляйте наших дам. Здесь у нас 2 СВТ и куча патронов. Такой себе схрон с оружием, на самом деле. Ну, по крайней мере, я его теперь хотя бы выполнил. Иди нахер, серьезно. Пойдем. Кто-то палит. Ой, ёпта, блин. Аномалия! Так, не сильно покоцала. Ты же копатель, это у тебя в крови. Да ну какой тут, это же сталкер тебе, а не коп. И тем более, даже как копатель у меня находок-то особо и нету. Так говно всякое нахожу, блин. Которое даже показывать стыдно. Ну а что делать? Кроме этого ничего нету у меня. Так, вот он у нас крестяра. О, местный Тарзан, ты тут не с химерами торгуешь? Нет, бывают и сталкеры заходят. А для тебя есть еще задание. Интимное, правда. Чего глаза-то загорелись? Я совсем не о том, о чем ты там подумал. Ты на мои глаза не смотри. От них арты светятся ярче. Что за задание? Вчера по лесу шастала группа вояк, серьезные ребятки. Лица суровые, все в полном снаряжении и в бронежилетах. За спинами тубусы гранатометов. К моему лагерю они не подходили, сразу же углубились в лес. Лишь их командир подошел ко мне задать парочку вопросов. Им нужен был кое-какой артефакт. Я подсказал,
подсказал ему, где его можно найти в лесу. На мой вопрос, на кой черт для поиска простого артефакта снарядили такую большую группу, да еще и с подобным вооружением, командир показал мне интересное устройство. УРТ, умный ручной телепортатор. Эта штуковина позволяет шастать по зоне как угодно, только не отовсюду можно телепортироваться. И маленький недочет, он сам выбирает, куда тебя телепортировать. Артефакт же нужен для работы устройства. Сможешь, как бы это помягче сказать, отобрать телепортатор у этого старослужащего? С подобной штукой я смогу попутешествовать по зоне, избегая всяческих опасностей. Что-то мистикой попахивает, ты меня не разводишь случайно? Это правда. Эта штука весьма полезная, надо рискнуть. Как я понял, эта разведывательно-диверсионная группа планирует какую-то операцию на новой территории, путь на которую стал доступен после недавнего выброса. По твоему выражению лица вижу, что ты даже не знал об этом. Почаще читай сообщения в общей сети. Лукаш трубит об этом день и ночь. Уверен, наши спецы направляются именно туда. Лис и Бес в той же сети писали, что видели вчера вечером отряд военных, двигавшийся на север от долины. Приметы вояк те же. Попытайся выведать у лидера Свободы координаты тропы, и новую местность разведаешь, и наверняка встретишь там нашего командира. Твои запросы со временем становятся все страннее и страннее. Вот, кстати, нас отправляют на стройплощадку. Теперь надо к Лукашу идти, и он даст переход. Вот это уже дело. Работа есть какая: уничтожить лагерь. Да, не буду я за это браться. Я знаю, что ты мне за лагерь предложишь уничтожить. Тут, блин, один лагерь пойди уничтожать, на тебя весь лес сбежится, потому что поэтому ну его нахер. Работа есть какая? Не. Вот и дорога на медзавод открывается, но проще у химика за ЦЗ скальп получить. А у него что, ЦЗ есть? Серьезно? В натуре? Пригорошня. А, химик же дохлый. Точно. Он же дохлый. Но его теоретически оживить можно. Ну, ладно. Не на завод дорога открывается, а на этот. На стройплощадку. На заводе я уже был. Кстати, туда мы тоже пойдем, когда на болото уже придем, да? Сейчас будем дальше бежать вдоль границы локации. Искать водяру кровососов. Она должна быть где-то здесь. Ну-ка, ну-ка. Что это там среди камней? Согласен. Походу нашел. О, ни хрена себе. Трупы кровососов, щупальца, еда, барсик дохлый, еще кровосос. Это ж те кровососы из этого, из ролика. А вот и водка, которую он уронил. Да, неудачный выдался день у сосунов. Ты по Хирию не получал живое сердце? Нет, я не получал. Да какая разница, потом сварить его можно будет. И вообще оно у Сахарова продается за 300к. Или сколько там. Татьяна, вот ты спрашивала, где водку искать из этого ролика. Вот смотри место, я сейчас на нем нахожусь. Вот здесь водка и сосуны. В этом месте. Я как бы и в прошлом прохождении не оживлял химика. Так что даже и не знал, что у него какие-то ЦЗ там есть. Так, а где? Внизу или наверху? Наверное, внизу. Не понял. Наверное, все-таки наверху тогда получается, да? Бля, контролеры, ненавижу контролеров. Поправочка, ненавижу контролеров в лесу. Серьезно? Ни хрена себе, 2 рюкзака в одном месте. Ой, валим отсюда нахер.
Не буду я никого валить. О, смотри, тут что-то это... Постреляю только. Вернее, поснимаю. Никого нельзя зафоткать здесь. Увидела. Покидаю я вас завтра на работу. Засиделась я сегодня. Удачи, хорошего выходного. Спасибо, конечно. А что у тебя за работа такая, которая, во-первых, в воскресенье, а во-вторых, в праздник еще и 8 марта? Это что за работа такая неадекватная? Не понял я. Они что там попутали, что ли? Вообще жесть. Мало того, что воскресенье, так еще и 8 марта. Круто. Что тут скажешь-то? У меня смайлики эти не отображаются в чате. Квадратик просто. Ну, сейчас и проверим. Правы вы были или нет? Так, ну вы мне не интересны, на самом деле. Я вот так пока сделаю, на всякий случай. И пойду, все. Слушайте, псины, по-братски не приставайте ко мне. Я, если в ответку вломлю, мало не покажется. Ну шо? Говорят, бандиты где-то здесь должны быть, да? Смотри, есть такое дело. Я вас развалю всех, Филипп. Что происходит? Охренительно бессмертные. С петуха по мне шьешь, да? Ща, погоди. Стой, куда пошел? Согласен, ты на кого хвост распушила, крыса парашная. Это главный был? Все, я понял. А что вы думали? Типа вам можно быть бессмертным, а мне нет? Идите нахер, все честно. А все абсолютно честно. Если вы себе позволяете такое, то я себе буду позволять такое. Почему нет? Что тут у нас? Петух. Я не знаю, сколько стоит петух, то, по-моему, он дешевый. Так что, извините, я оставляю его здесь. Это штурм Гевр. Тоже нахер. Опять петух. Патрончики. АК. Не, АК говно. В плане продажи. Смотрите-ка. А ведь прокатило. Вряд ли, конечно, как
Не помню, Дарья ее звать. Ну, вряд ли она здесь, но, блин, спасибо, слушай. Прям по-царски реально подсказала. Вот я ж опять же говорю, да, то есть рестриктор это тоже такое дело. Такое на самом деле. Вроде бы и хорошо, то есть ты квест никак не потеряешь, так сказать. Но с другой стороны, а почему не сделать было рестриктор при подходе к вот этому месту, то есть чтобы ты с гарантией их увидел. Хоть ты с темной долины идешь, хоть ты с этого забытого леса идешь, хоть ты со стороны Долговского блокпоста идешь. Сделали бы рестрикторы по кругу и все. Нет, надо было сделать именно на выходе к свалке из забытого леса. Что это за логика? Непорядок. И вот я и думал, что у меня квест просрался вообще. Кстати, у них карты не было. Я думал, у них карта есть, а у них не было. Значит, что? Значит, мы ничего не потеряли. Надо вообще посмотреть, что этот Инферно-то делает-то вообще. Так, тут у нас лолговцы. Я вот у Кастрика постою и заодно посмотрю на характеристики. Ну, для начала игры было бы неплохо, но сейчас говно. Плюс 19% облучения, вообще говно. Кстати, вот это вот все. Надо, наверное, закинуть. Вот это, вот это. Ну и все. Так, теперь надо сделать сохраночку. Раритетное оружие. Сообщите о результатах жили. Угу. Кстати, отсюда же можно сразу перейти на склады и взять у него переход. Во-во-во, давай так сделаем. Давай так сделаем. На радар. Ладно. Пойдем пообщаемся с этими. А там не надо полную колоду карт для Кузнецова. Не надо? Как так? Я слышал, что можно, короче, как-то карты какие-то посеять, пропустить, и квест не выполнишь какой-то. Не, я проходил этот квест в 2.0, но я не помню уже, что там, это давно было. Так, есть для меня что-нибудь? Экзоскелет сталкеров можно достать. И что ты мне хочешь предложить за экзоскелет сталкеров новый? Говно-то на самом деле, реально. Серьезно. Новый экзоскелет, ты чё там? Херню предлагаешь? Лис. Ну ты лис. В натуре лис. Уничтожить лагерь АТП и 3 пачки патронов. Вообще ни о чем. Работа. Бабкины бусы у меня есть. За бабкины бусы он мне хочет дать пачку патронов дроби, пачку 9х39 и гранату. Ну, это реально ни о чем. Что это за... О, стрельба. Стрельба. Коготь винома, что хочешь предложить? Говно. Что еще? А за титановый колобок что даешь? О, вот здесь нормальная награда. Вот эта награда нормальная. Это адекватно. То есть за редкий арт, тайник и что-нибудь сверху такое уже. Они мало того, что тайники все повырезали из наград,
Так еще и награды, которые там сверху оставались, уменьшили, урезали, вернее, в сторону просто, ну вообще идиотизма. То есть меченый просто как лох бегает, чисто как лошара по зоне. Бегает, тратит свое время, тратит, не знаю, возможно, свои деньги, чтобы получить просто 2 пачки патронов за выполненное задание. Ну что это за дебилизм? Какой же это дебилизм реально? Только я не туда побежал. Это если по поводу дебилизма. Вот сюда нам надо. Вот. Так. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Жила. Вот координаты схрона в забытом лесу. Писк от металлоискателя еле слышен. Я смог немного откопать верхний ящик, так что не удивляйся, если он окажется пустым. Но судя по интенсивности сигнала и радиусу обнаружения детектора, на глубине довольно много таких же ящиков. Супер! Мы с Вороном заключили выгодную для обоих сделку. Условия и место обмена мы основательно обговорили. Как только доберемся до первой партии раритета, я тут же отправлю ее с верными парнями. А где те 2 твоих дружков? Я хотел бы взглянуть на их уникальные образцы. Один отправился в темную лощину, местным браткам найденные стволы показать и выгодно обменять. У них стоянка на бывшей лесозаготовительной площадке. Другой собирался на АТП, но оружие он оставил где-то здесь. С собой взял лишь одну винтовку, типа для презентации. Но в самый ответственный момент винтовка заклинила, ну и пацаны послали его нах с этой раритетной лабудой. Далее он отправился в сторону армейских складов, захотел со Скрягой перетереть насчет цены. Скряга точно бы купил такое оружие, но я думаю, свободовцы его не пустят. А может быть вообще пристрелят, как только увидят. Возможно и к местным сталкерам заявится. Пойду искать твоих дружков. Потерян предмет металлоискатель, получен ПП и патроны. Ну, опять же, такие же награды. Херовые, ну а что делать? А вы подумайте. Может, лично для вас это не такая... Хорошо. Диалога по поводу пива у него все еще нет. О, водка. Слышь, может, ты уйдешь отсюда, нет? Вот вали давай. Боров, ты что скажешь? Ничего. Снова. Что мы имеем? Ой, на самом деле ничего-то особенного мы и не имеем. Вот единственное, патроны могу тебе скинуть. Вот эти вот. 9 на 19. И все. Все. Ну, тогда пойдем. Куда мы пойдем? А, точно, на склады пойдем за переходом. А потом обратно сюда. Ну вот, нехило побарыжил. Согласен. Хотя ни хера я не согласен. Чё я побарыжил-то? Ничего не побарыжил. Ну-ка. Оп. Нормально. На лету спать захотел. Действительно, почему бы и нет. Так, тут у нас всякие собачки. Собачки идут нахер.
Мне они не очень-то интересны. Но это чисто за счет того, что мне лень. Отлично. Лукаш нам сейчас даст переход. Ну и вдогонку еще квест выдадет. И можно будет отправляться. Есть правка на квесты, и там адекватная. Но еще бы не было правки на квесты. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Я систему циклических заданий не такой задумывал. И награды там были адекватные. Да, кстати, в принципе, я как-то об этом не подумал, но я думаю, я, наверное, выложу проект этой системы на форуме, на АМКшном. И кто хочет, сможет вернуть, короче, награды, как они были задуманы. Я этим, не знаю, вряд ли буду уже когда-то этим заниматься. Вот кто-нибудь, может, сделает. Почему нет? Так. Ну, продавать у меня нечего. Стволы у меня только новые, так что... Но пасаран! Ну, такое. Лукаш. Прочитал в сети твое сообщение об открывшемся недавно пути на новую локацию. Что это за место и как я могу туда попасть? Сталкеры прозвали ее стройплощадкой из-за множества недостроенных зданий и огромных куч строительного мусора в округе. Эта местность раньше была недоступна по причине аномальных скоплений, но недавний выброс расчистил несколько дорог. Один из безопасных путей разведали мои ребята. Значит, ты решил попытать счастье в разведке этой области? Всегда интересно исследовать что-то совершенно новое, никем неизведанное. Совместим приятное с полезным. Ты уже доказал, что способен выполнить самое невероятное задание, поэтому предлагаю еще одно. По поводу неизведанного ты слегка погорячился. Наемники первыми нашли тропу на стройплощадку. Мои разведчики перехватили их радиопереговоры. Они скрупулезно обследовали состояние дорожного полотна, наличие аномалий на пути, въезды и выезды с территории. И дальше стало ясно почему. Нами планируют провести по этой дороге охраняемый конвой с боеприпасами, в которых их люди так сильно нуждаются. Один раз наймиты уже пытались провести машину через АТП, но потеряли часть груза и были обстреляны бандитами. Открытие новой территории стало отличным подарком для них и серьезной проблемой для нас. Если нам не удастся взять под контроль эту дорогу, то наемники смогут беспрепятственно проникать и перевозить что угодно из южной части к центру зоны в обход основных путей. Но это дело ближайшего будущего, пока же нам надо срочно решить вопрос с конвоем. И что же ты задумал? Я уже предпринял кое-какие шаги. Ты ведь не поверил, что я просто так публикую в сети сообщение об открытии пути на стройплощадку. Своими силами мы не сможем напасть на конвой, маловато бойцов и тяжелого вооружения. А вот если большое число сталкеров из различных группировок ринется туда, тем опаснее станет данная дорога. Мало того, я приказал некоторым своим командирам слить в локальные сети координаты известной нам тропы и информацию о готовящемся проезде конвоя с ценным грузом. Уверен, многие заинтересуются этими данными и, надеюсь, в скором времени отправят на перехват свои ударные группы. Мне даже удалось донести инфу до военного командования, эти точно подтянутся. Но полагаться точно на них нам не следует, тут в игру вступаешь ты.
Пока вся эта компашка метелит друг друга, тебе предстоит самое главное – уничтожить все грузовики с боеприпасами, и ни одна машина не должна уйти. Постарайся не влезать в перестрелки, а взорвать машины издалека. Пару шмелей я выдам, но подготовься основательно. Если ты в деле, то обозначу на карте нужную тропку. Она проходит рядом с тропой на радар. Отмечай, добровольно полезу в пекло. Во. Реактивный пехотный огнемет 2 штука. И чего еще? А не хочу я ваши эти квесты. Потому что говно. Подожди. А, ну вот, можно Бенелли сдать. У меня тут есть, короче, в рюкзачке один. Тебе я его и загоню. А теперь обратно его и выкладываем. Вот так-то. И учти, трещишь поменьше, поживешь. Погодите-ка, а по поводу СВТ, он что, у меня не забрал, что ли, их? И что мне с ними делать в таком случае? АХЗ. Давай скинем ненужное, кстати. ФНП, снайпер, большой Бен, ПП-2000, СВД, СВТ, Вереск. Баллон с огнесмесью. Вот это скидываем. Вот это, вот это, вот это. 5.45, 5.56. 7.62 на 54. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Вот это скидываем. Нет, подожди. Экзоскелет монолита оставляем. Это Сидоровичу по хомяку понадобится. Это бессмысленные и бредовые награды. Да, согласен, бессмысленные и бредовые. Нет абсолютно никакого стимула выполнять эти квесты. Всем удачи, пойду тоже порублюсь в АПшку с правками. Давай. Давай, только смотри там, чтобы правки были правильные, а то из-за некоторых правок потом проблемы возникают. И игра ломается. Так, для чего нам нужна водка? Ну, в принципе, как бы особо ни для чего. Можно ее выложить. Взять только пару бутылочек, чтобы Кузнецову за проход заплатить. Артефактов особо никаких у меня нет. Рука зомби 9 штук. Прочее. Ну, не знаю, такое себе. Типичный зритель ББ. Ну да, давай. Пожалуй, тоже пойду, то уже носом клюю. Ну да, сколько там уже? Уже сидим. 2.21, ни хрена себе. У меня 2.21 уже. Ни хрена себе. Подходи, пообщаемся. О, вернуться к Косте. Пообщаемся. Вернуться к Косте. Что-то в сон клонит, надо бы вздремнуть пару часов. Ты дурак, что ли? Спи 1 час. Нормально бегаем так. С камерой. Кстати, говорят, что в движке X64, блять, решен вопрос с косячным видом от третьего лица. Я надеюсь, там можно будет от третьего лица полноценно играть. Если это будет так, то это вообще будет круто. Это будет очень круто. Пора ставить точку в нашей истории. Добро победило зло, и жили все долго и счастливо. Это уже смахивает на сказку. В жизни таких концовок не бывает, но в этой истории конец действительно счастливый, благодаря тебе.
Варк хвалебно отзывался о тебе, а он не всякого удостаивает такой чести. Приятно слышать. А как быть со схроном с данными? Наверняка в нем хранится очень много грязных тайн. Думаю, тайник никто никогда не найдет, ведь заложивший его уже никому ничего не скажет. Рано или поздно тайное становится явным. Попомни мои слова. Все, получен СВД Тигр. И все. И ничего. Есть что интересное? Да, появилось кое-что интересное. Встретил я тут недавно одного сталкера по прозвищу Старожил. О, тайники Старожила. Ой, сейчас начнется. Под локацией, за локацией, в локации, в очке у снорка и так далее. Так, ну ладно. В народе его прозвали Старый Жил, видимо, за то, что он очень хитрый и опытный сталкер был. Так вот, рассказал он мне про одного сталкера по прозвищу Альпинист. Мол, тайники Альпиниста, ладно, неважно. Мол, что любил альпинист этот по всяким отвесным скалам и обрывам лазить до зоны. Ну и на зоне также этим увлечением не брезговал. А так как здесь скал и обрывов нету, то лазил он по городским высоткам. И, естественно, долазился. Упал, да и разбился. Жаль. И что дальше? Ходят слухи, что в одной из заброшенных многоэтажек нашел он какие-то старые записи, написанные еще до аварии на ЧС. Старый Жил рассказал, что он как-то проболтался ему за бутылочкой. Сказал, что в них что-то очень важное, о чем не знает пока никто еще в зоне. Старый Жил пытался расспросить его подробнее, но альпинист вдруг резко побледнел весь и замолчал. И молчал весь вечер. А когда они уже стали расходиться, он вдруг повернулся к Старожилу этому и тихо так сказал: «Раз тебя интересуют эти записи, иди сам и бери их. Я их разделил на 5 частей и оставил в своих 5 тайниках. Они на балконах многоэтажек в центральной Припяти. Соответственно, на 1, 2, 3, 4 и 5 этажах. И есть телепорт для быстрого к ним доступа. А через неделю его не стало. И как Старый Жил узнал, что погиб он, сразу пришел ко мне. Он просил меня разыскать эти записи, а я прошу тебя. Возьмешься?» Да, интересная история, даже не знаю, что сказать. Что такое может быть в этих записях, что альпинист побредел при упоминании? Что может напугать бывалого сталкера зоны, который видел такое, что другой и представить не может? Заинтриговал ты меня, займусь я этими тайниками. Окей. Хорошо, я тебя понял. Так, Якут. Я хотел бы с тобой поговорить, понятно. О, вам тут бандит не пытался продать оружие времен Великой Отечественной войны? Ты про того придурка с Мосинкой? Мы его даже слушать не стали. Я сделал пару-тройку выстрелов в его сторону, так он сразу ломанулся от нас. Бандос от страха даже свою винтовку выронил. Раритетный ствол, между прочим. Хочу опробовать ее на наймах. У Волка как раз пачка подходящих патронов в рюкзаке завалялась. А куда он побежал? Кажется, в сторону бара. Советую поторопиться, пока его долговцы не прищучили. А если прищучили, то побалакай с капитаном Иванцовым. Он там вроде за порядок отвечает. Ух, не зря я пришел на склады, слушай. Есть для меня что-нибудь? Здесь молчит, все понятно. А волчара позорная, что скажешь? О, уничтожить лагерь. ЧС. Иди нахер, все, не буду. На ЧС ходить больше. За ваши ЦЗ. Что я хотел-то? А, точно. Кстати, да, надо вот это забрать, во-первых. А во-вторых, надо вынести наймов, развалить. Забрать их стволы и продать их скряге. Чтобы немного бабла поднять. Нам тут еще много бабла по сюжету надо будет. У меня ни хрена нету. Так. Забрать все. Так, так, так. Контроша. Как отъехал. Ой, прикольно. Твою медь, бюрер. Не хочу бюрера. Я уже ствол достал, так что идите нахер.
Здорово, педики. Чё, вы меня ждали, не ждали, да? Я приперся. И что вы теперь будете с этим делать? А, ну все. Ничего вы не будете с этим делать. Конечно, вы пытались, ну... Что вы можете сделать реально? Ничего. А, ты. Джонатан Харрис. Охренеть. Прямо, мать вашу, целый Джонатан и целый Харрис. Мой АЕК таких любит. Внимание, противник! Ни одного выстрела не смогли сделать. Интересно. Подожди, а кто меня палил-то? А, ну кто-то палил, ну пускай подходит. Я ему тому, кто палил, тоже наваляю. Ну шо? Серьезно? Зомби? На военных складах зомби? Внезапно. Да. Не зря я настраивал АИ-переходы, когда локации подключал. Раньше нельзя было так встретить кого-нибудь. Ну или ой, было можно, но очень редко. А теперь можно. И даже очень. О, у пацанчиков вон турель стоит. Только что-то она не работает. О, у нас тут это, как ее, заноза. Так, я что, фоткал уже занозу? Ни хрена себе. Вот это поворот. Так, пацаны, ваш хабар я тоже как бы заберу. Так, у нас плоти. Есть. Ух ты. Вот это они долго. А ты чё, сзади любишь подбираться? А что ты собралась делать сзади? Ты же это... женского пола. Странно это. Или ты то самое на букву Т? Кстати, вполне может быть. Чего еще ожидать-то? Пацанчиков развалили. И мне достался их хабар. Это очень хорошо. А ты что скажешь? Понятно. Сталкеры. Ничего интересного. Ой. Даже останавливаться не буду. Так, а с ним надо говорить? Не надо. За симбион говно. Какой-то хочет мне дать. Обойдусь. Подходи, пообщаемся. Ну, мне с Лукашом не надо вроде говорить, да? А вот к Скряге у меня базар есть серьезный по поводу серьезных вещей. Вот таких вещей. Вот. Вот. И вот.
Да, не особо-то я на этом и поднялся, но... А что делать? Приветствую в моей скромной берлоге. Так, ну вроде все продал ненужное. Можно обратно в долину возвращаться. Но перед этим я что-то хотел и опять забыл. Что я хотел-то? Хз, что хотел. Ну, заданий никаких нету, так что пошли, наверное, что я могу сказать. И прямо влетаем в этот переход. Так, в X18 нам вроде бы не надо. Но у нас внезапно образовалось задание на темной лощине, блин, эти биомассы. И надо на этот раз не забыть их сфоткать. В прошлом прохождении я забыл их сфоткать, и в результате квест зафейлил, потому что на других биомассах скрипт не срабатывал по фотканью. Надо только те, что в лощине находятся. Но это не проблема. У меня... Я могу навесить 100% защиты от псишки. Так что теперь я их не только пофоткать могу, но и помацать при желании. Да, думаю, на кордон я пойду через темную лощину. Сколько там уже? 4:40 стрим идет. Не знаю, есть кто еще или нет. Но я думаю, попробуем добежать за кордона еще минут 20, наверное. И хватит. Я думаю. Так, псины. Не, ну отвалите по-братски. Зачем вам вот надо, чтобы я вас убил, а? Объясните мне. Какие-то неадекватные. Тут никого интересного нет. Ого! Лютый похититель Насвая! Твою медь. Ни хрена он меня покоцал. А всего лишь мелкий кровосос, бля. Покоцал не мелко. Неплохо. Что там, бюреры, что ли, ходят? Сталкер. Еще один лютый похититель Насвая. Тайников здесь нет никаких, так что переходим. Сейчас перейдем, сделаем уникальный именной сейф, чтобы на случай, если опять забуду их сфоткать, можно было переиграть как-то. Так, и нужно мне 15 частей биомасс. 15 частей. Я вообще насобираю тут столько, но неважно, короче. По поводу частей биомасс у меня лежат еще в баре части биомасс. И там, я думаю, штук 5 насобирается, так что не знаю. Главное вот фотку не забыть. Тут, кстати, бандиты еще будут.
Это меня не очень радует на самом деле. Так. Биомасса detected. Отлично. Соточка. Биомасса detected и биомасс. Вот так вот, чтобы прям было вот прям вот самым тупым понятно, что это вот сохранение для биомасс. Вот это для совсем тупых прям. Кабанчики. И не кабанчики. Вы серьезно? Охренеть, они долбят. Да что ж такое-то? Твою медь. Аж бинты пришлось использовать. Давненько я такой херни не видел. Еще тут лютые похитители на свая имеются, но это вообще насрать. Ну не совсем насрать. Ну так. Так, чё, где у нас тут биомасса-то? Вот она у нас биомасса. Давай-ка мы ее сфоткаем вот так вот. Я не знаю. А чё она не фоткается-то? А, все. Завершено задание сделать фото биомассы. Раздобыть образцы биомассы. Ну, теперь мы ее просто выпиливаем и забираем то, что в ней лежит. Все. Так, лютые похитители на свая. Detected. Сидит, смотри, сидит там. А что ты скажешь на вот это? Понятно, ему насрать. Я понял. Ну ладно. Тогда будем... Охренеть. Пуля в мурке — это говно. Сразу говорю, просто пуля в мурке — это говно. Просто говнище. Охренеть. Ну что, придется мне их так как-то выпиливать. Если получится. Мне как-то не особо это нравится, но что делать? Смотри, ну они стоят пока. Они пока стоят, и им насрать. Знаешь, что это значит? А тигр детектит? Тигр ни хера не детектит, он просто под 7.92. Ну да, ну да. Действительно. Так. Раз. Один раз. И тот самый. Один раз и вилкой в глаз.
Ну шо? Есть биомассы-то? Ничего. Может быть, они здесь есть? Биомассы. Чё, рояль? Вы чё, неадекватные? Чё он тут делает? В принципе, думаю, если я буду бежать по дороге, то я тоже задетекчу этих биомасс как-то. Еще тут... Вон, там бюрер есть. Я помню вас. Ага. Понятно. Но бюреру помеди вообще. Ему нормально. Слушай, а меня кто-то шмаляет. Это явно нехорошо. А кто шмаляет-то в меня? Понятно. Быстро снимаем пси-защиту и одеваем полистойкость. Не хватало мне еще отъехать от каких-нибудь дебилов. Наемники. Здорово, наемники. А как тебе в лобешник, нормально? Ну что, еще желающие есть? Ясно, только бюреры остались. Но это хорошо. Цепляем. Где цепляем? Симбионы. По полной цепляем. Так, бюреры. Бюреры. Сидит, педик сидит, смотри. Есть, оба отъехали. Так, а у нас тут М60. И... Что еще есть? Сибир, давай. Ага. Где-то биомасса притаилась, тварь такая. Патрончики я твои заберу. Они тебе не нужны больше. А вот биомассу надо поискать. Где-то она здесь должна быть по-любому. Пустой. И опять пустой. Вот педики, а. Так, ну чё? Биомасса-то где? Где искать-то? Пока непонятно. Где-то здесь, может быть? Не похоже. Все-таки где-то здесь, наверное. Так, ну где она может быть-то? О, я не знаю даже. Хрен пойми, но у нее такая дистанция, что вообще, блин, за 100 метров может херачить вот этой вот своей хренью. А теперь она вообще ничего не... Ой, это кто? Это зомби? Это у нас зомби. Я не попал. Так, ну что там с биомассой? Вопрос-то решим или нет? А, смотри, вот она, биомасса.
О, контролер! Контролер! Педик. Блин, еще и вот это. А, но это хотя бы не бежит сюда. А где контролер-то? О, все. Это бан. Давай, короче, быстро ее завалим. Вот так и валим теперь отсюда. Чтобы эта тварь своими постэффектами тут херачила. Ой-ой, четверо. Четверо кого-то заспавнилось. Так, опять биомасса. А, ну это зомби. Это, в принципе, несущественно. Меня больше контролеры волнуют. Так, давай на камушек-то залезем. И будем их оттуда разваливать. Если получится. О! Так, я понял тебя. Я тебя понял. Волобешник получил. Чё, кто еще что расскажет? Есть еще желающие? Да, смотри, там бегает. Бегает там педик. О, по деревьям бегает. Это уже не контролер. Это уже какой-то скалолаз. Так чё, где-то? Сидишь-то? Так, ну давай-то из биомассы образец заберем. Что тут у нас? У нас тут есть экзоскелетчик. Экзоскелетчик, это хорошо. Еще один экзоскелетчик. Контролер. Контролер-охотник. Вот скотина! Говорит какой-то контролер-охотник. Так, тут у нас есть этот. Оборотень. Ну, оборотень пососал жопу, так что нормально. Сюда запрыгиваем. Ты запрыгнешь сюда или не запрыгнешь? О, все, эффект биомассы пошел. Круто. Я прям очень этому рад. Это, походу, не тот камень, который мне нужен. Потому что мне вот этот камень нужен, как бы. Ни хрена, не одна тут даже. Биомасса не одна тут. Ну ладно. Так, тут у нас кто? Снорки? У нас тут снорки. Биомасса у нас где? Мне надо в эту сторону идти или в ту? Объясните мне, я не понимаю. Тут я вроде ничего не вижу, тут только камни. Кстати, смотри, что есть. Ящичек. Ящичек пустой, к сожалению. Хотя, что ему полным быть? Я ж их сам расставлял-то. Действительно. О! Эффект у босса нового экрана. Кстати, почему-то не было эффекта босса нового экрана. Что очень удивительно. Там вот снорк есть. Ой, ну конечно, да, нормально. Вот самое время.
Смотри, попал. Круто. Я даже попал. Главное, где-то биомассы тут есть, а вот где непонятно. Чё? Ну там снорки. Где-то должны быть еще эти контролеры. Я хер знает, где они вообще должны быть. 100 пудов. Я сейчас подбегу, они появятся тут. Даже 100%. Инфа 100%. Так. Биомасса detected. Вот и биомасса. Кстати. Опа, вот это я попал. Так. Контролеры. Так, снорки закончились. У нас тут только где-то биомасса осталась. Вот прям рядом. Так, а вот и контролеры, кстати. Давай мы их немного развалим. Ах ты ж ёб! Ах ты ж ёб, да. Ах ты ж ёб. Они кувалдой хорошо разваливаются. На раз-два просто. А вот где биомасса эта? Сраная. Вот она. Тут остались еще биомассы? Ух, наконец-то нормальный экран. А не красный. Как хер пойми что. Так, давай-ка свои части всем отдавай мне. Я их заберу. И твою тоже заберу. Может быть, здесь еще есть? Похоже, что нет. Ну, тогда ладно. Слышу псевдопсин. Угу. Вот она у нас и биомасса где-то должна быть. Так, тут у нас есть... Ясно. Волк. Псины. Ну, я думаю, я с ними так разберусь-то. Так, биомасса близко. Очень близко. И находится она, я думаю, где-то тут. Где же она находится-то? Она по-любому должна быть тут. А, все. Ушатал тварь эту. Волк. Фу. Отлично. О, уже 5 часов стрим идет. Сейчас будем прекращать это дело. В принципе, вот сюда вот под мост зайдем, да? И сделаем сохраночку.
И на этом закончим. Уже время. Ой, сколько тут? 2:57, охренеть. Ладно, ну хорошо, хоть выходной-то. Нормально. Сейчас надо еще поздравления закончить. То ни хера его еще не залил даже. Так, ну, стрим вряд ли будет уже, это получается уже сегодня, да? У меня плотный график. Вот на следующей неделе, думаю, будет. Вполне себе. Ну, естественно, оповещение будет, так что, кто не подписан, подписывайтесь. Добавляйтесь в группы, там все есть в описании под стримом. Все группы, все ссылки. Смотрите, изучайте. Много интересного. Инста, Фейсбук, ВК, на любой выбор, короче, что хотите. Всем спасибо за просмотр. Стрим хороший получился, продуктивный. И увидимся в следующий раз. С вами был 92 и ОП21. Всем удачи, всем пока.